сегодня у нас, мне кажется, должен быть очень интересный разговор на важную тему, которой зависит наша семейная жизнь, наша частная жизнь. И я очень рад. Меня зовут Святослав Довбня, я детский невролог и эксперт фонда «Обнажённые сердца». И со мной еще будет Галя Морозова, она, соответственно, волонтер и помогает с переводом, замечательный специалист, но она также вот заканчивает свою докторскую диссертацию по психологии в Великобритании. И у нас еще есть два замечательных коллеги, и это Мерибет Баркоси и доктор Кристофер Калдер, и они из университета Нью Мексико. И это очень для нас с Татьяной Морозовой важное место, потому что мы там имеем много друзей, коллег, и, собственно, это наш Альбукерке такой второй дом, где нас всегда помогают, ждут, и где очень много людей умных, продвинутых, которых мы с радостью к вам привозим. Я передаю им слово, и дальше буду просто переводить. И иногда Галя будет подключаться и мне помогать, потому что два спикера, и иногда может быть тяжеловато. Если вам что-то будет непонятно, мы спросим сейчас, можно ли их останавливать по ходу, или они хотят, чтобы вопросы были в конце. И мы решили, что вы можете останавливать в любой момент, поднимать руку, привлекать наше внимание и задавать вопросы. Не ждать до конца. Если есть вопрос, сразу его спрашивайте. Хорошо? Окей. Мы хотим, чтобы это было как-то живо. Well, thank you very much, Slava. We are just delighted to be here. We've had a wonderful, warm welcome here. Meribeth and I work together at the University of New Mexico. Я очень рад здесь быть. Добро пожаловать всем. Спасибо большое фонду «Обнаженные сердца» за возможность участвовать. И спасибо вот коллегам, Славе и Тане, которые приглашают. И вот Мэри Беф со мной тоже здесь. The University of New Mexico, the neurology and pediatric neurology departments, and the Department of Pediatrics are very happy to support everything we can with the Naked Heart Foundation. И кафедра неврологии университета Нью Мексико и кафедра детской неврологии пытаются сделать все возможное и очень счастливы поддержать сотрудничество с фондом «Обнаженные сердца». And we have enjoyed very much the interaction between the Naked Heart Foundation and University of New Mexico. И мы получаем большое удовольствие, мы довольны тем, как проходит вот это сотрудничество между университетом Нью Мексико и фондом «Обнаженные сердца». What we are talking about this afternoon is clearly a very difficult subject. И вот то, о чем мы собираемся сегодня говорить, это трудный вопрос. And since this is about evidence-based medicine, Ну и поскольку мы вообще все время с вами говорим про медицину, основанную на доказательствах, the information we are presenting is very general. It's not something that necessarily reflects the views of the University of New Mexico, Naked Heart Foundation, or even necessarily ourselves. И на самом деле надо сказать, что вот информация, которую мы будем представлять, она такая довольно общая, и не все, что мы говорим, оно обязательно отражает вот взгляды наши, или взгляды университета Нью Мексико, или фонда «Обнаженные сердца». Мы просто хотим обсудить с вами большой круг разных вопросов. This is a very difficult subject to talk about, but we, as you can see, people are scared when they talk about this. И тема такая нелегкая, и вы видите, вот картинки мы такие подобрали, вот люди как бы в ужасе. Meribeth and I are happy to share that we both have children with disabilities. Мы хотим с вами поделиться тем, что и у Мерибет, и у меня есть дети с нарушениями в развитии. So these are situations that we have actually been through as parents and as care providers. И вот эта ситуация, когда мы выступаем в двух ролях. Мы и родители, и специалисты. So basic, next slide.
Oh, sorry. You wanna talk? So I know talking to any child about intimacy and sexuality can be very frightening, Ну и вот разговоры про сексуальность, они всегда такие слегка пугающие. whether or not they have a disability. Даже не обязательно, когда это связано с инвалидностью и нарушениями. So I know that this topic can be uncomfortable, but I think there's no more important person to talk about it than the parents. И понятно, что иногда бывает некомфортно, но с другой стороны, никто важнее родителей не бывает, чтобы это обсуждать. So an awkward question, but how many of you had parents that talked to you about sexuality and intimacy? С кем из вас родители говорили про сексуальность? Okay, how many learned at school? Как много в школе из вас об этом узнали? How many learned from friends? А кто от друзей? How many learned from resources? А кто прочитал просто где-то? Or publications like magazines? Или в журнальчиках таких глянцевых? Or probably a combination of things, Или right? вот все вместе, наверное, скорее всего. So with our daughter, with my husband's and our daughter, we had this conversation with her in our bed with books. Ну вот мы с нашей дочкой начали говорить, когда еще лежали с книжкой, вот в кроватке читали. And she really didn't ask any questions, but she listened. Она вроде вопросов не задавала, только слушала все время. And then I gave her a wonderful book that provided some resources I felt were appropriate for her. Ну и какие-то книжки и ресурсы, которые мне казалось не подходят, я ей дала. Yes. What age? I believe she was around 10 or Где-то 9. лет 10 ей было. I don't think that there's a specific age. I think you have to kind of know your children and what questions they're asking and who their friends are. И трудно сказать, в каком возрасте. У всех все по-разному, зависит от того, какие вопросы задают и с кем дружат. But she came to me when our son was 10 and said, "You need to have the talk with him, Mom." Но она пришла ко мне, когда сыну младшему было 10, говорит, с ним надо поговорить. She said, "His friends are telling him about it and you need to talk to him." Потому что ему друзья уже там что-то начали рассказывать, с ним надо об этом поговорить. So my husband and I, he did not want to go into the bed or on the couch to talk about it. Our son, yeah. Но не захотел он как-то, сын не был особенно счастлив о том, что мы собираемся об этом разговаривать. So we went outside and brought the books with us. Ну и мы пошли куда-то в сад, наружу, во двор и взяли с собой книжки. And as soon as he found out, he went running and screaming inside and went and grabbed his baby blanket. А он, he was 10. Yes. Can you repeat it again? Yes. So when he found out about sexuality, he ran inside screaming and went and got his baby blanket. И когда он понял про сексуальность, то, что мы ему пытаемся рассказать, схватил свое детское одеяльце и с криком убежал в дом назад. So you can see it's uncomfortable for parents and for children, no matter what. Ну и это не очень комфортно бывает ни родителям, ни детям. Вот смотрите так. And I know Dr. Calder has his story. Ну вот мы знаем, что у профессора Калдера тоже есть история. And my now 32-year-old daughter refuses to talk about it, refuses to have anything to do with it. Ну вот у меня дочка, которая сейчас уже 32 года, отказывалась об этом говорить и вообще что-либо вокруг этого обсуждать. And although disabled, works in the medical field, so she knows plenty. Ну и поскольку она в медицинской области была, то она об этом много знала. And we've been a very open family, talking about everything because we feel that's the easiest way to do things in the long run. Ну и мы, поскольку такая семья достаточно открытая, мы все довольно рано начали обсуждать, поскольку думали, что это будет полезно в долгосрочной перспективе. And again, since what age?
I think we probably started talking to Katie probably when she was 7 or 8. Но мы где-то вот с Кэти начали об этом говорить в возрасте 7-8 лет. I mean, we were deadly scared, like all parents, of pregnancy, sexually transmitted disease, people taking advantage of it. Ну и почему мы начали говорить? Потому что мы ужасно, как любой родитель, до смерти боимся же чего? Там нежелательной беременности, заболеваний, передающихся половым путем, каких-то там нехороших людей, которые могут воспользоваться ребенком. And that's one of the reasons that we think this is an incredibly important thing to talk about, is to prevent people from getting into situations that are unpleasant. Ну и почему, собственно, мы и думаем, что об этом надо говорить, потому что нам кажется, что главное это предотвратить ситуацию, когда человек уже попал в нехорошую ситуацию. And also allowing them to enjoy life to the fullest. А также, чтобы удовольствие от жизни получали. So there is a fine line, obviously, between protection and looking after your children, and on the other hand, allowing them to live as normal a life as possible. И это вот такой важный баланс, от всего ребенка защитить, а с другой стороны дать возможность получить какую-то радость в жизни. And nobody has the solution to this. This is very individually based. И смотрите, здесь вот нет никаких решений общих для всех. Это очень индивидуально. It has the intersection of many different facets of life. И вот в этой области пересекается так много разных вещей, которые в жизни происходят. Cultural, legal, political, financial, and no doubt lots of other facets meld into this. И то есть сходятся вещи такие разные, как политические, юридические, моральные, финансовые. Все это на самом деле все вместе сходится. So would you agree that this is not always a comfortable topic? Вот что, согласились мы с тем, что не всегда легко об этом говорить. Yes. So what we're presenting today is really the research on this topic, especially related to children with disabilities or people with disabilities. Ну, собственно, нам надо понять, какие у нас есть исследования в этой области, особенно связанные с людьми с нарушениями, с инвалидностью и детьми с инвалидностью. So you'll see that on the slides there are some quotations and some references, and those all come from research studies. И вы увидите ссылки и разные цитаты из источников, которые, соответственно, которым можно доверять, на наш взгляд. So basically what we're trying to say with this cartoon is that the real disability here is our attitudes. Но на самом деле вот нужно полностью согласиться с этой цитатой. Главная инвалидность это в голове у людей. And maybe we have more of a teaching disability than we really have a learning disability about this. То есть, может быть, инвалидность не в обучении, а инвалидность не у тех, кто учится, а инвалидность у тех, кто пытается учить. But the more that we are able to talk about this and do it in a frank manner, then the more comfortable it becomes. Но чем больше мы об этом можем говорить, тем легче нам об этом говорить, тем комфортнее это делать. So I'm just going to take you through a map of what we're going to do today so you know what to expect. Ну и мы должны с вами посмотреть вот на те темы, которые мы сегодня хотим обсудить. Don't have that one. That's okay. Okay. У них там другой слайд. Yeah, that's here now. Oh, great. Да, Okay. все, нашли просто. So we're going to talk about the whole biopsychosocial model of health, so the whole person. Ну, смотрите, что значит биосоциальная модель? Это вот
человек целиком. We're going to talk about how important of a topic this is to discuss with your own children, or if you're a care provider, to talk about it with the people you care for. И мы это обсудим сегодня, так же, как и обсудим необходимость обсуждения сексуальности и близости с вашими детьми или клиентами-пациентами. We're going to talk about the common myths around sexuality that's in the research. И мы также обсудим какие-то распространенные заблуждения и мифы. We've got some perceptions from caregivers and from people, individuals themselves with disabilities. We've got some good videos to show you. Также поговорим о том, что думают люди, которые осуществляют уход, и сами люди с нарушениями. I think it's rather horrifying to know the percentage of people with disabilities that are victimized sexually. Ну и нужно будет обязательно согласиться нам с вами, то есть проинформировать вас о том, что люди с нарушениями очень часто становятся жертвами сексуальных преступлений. And so that's one reason to help avoid this by talking about it. So we're going to give you ways to advocate and resources available to help you. Ну и это, собственно, вот один из способов помочь, дать вам возможность обсуждать, про это узнавать, получать больше информации и ресурсов, из которых можно почерпнуть информацию о помощи. So why is this so important, and why did the Naked Heart Foundation ask for this talk to be given? Почему это так важно и почему фонд «Обнаженные сердца» попросил нас об этом говорить? And really, because if we don't talk about it, we're increasing the risk of these things happening to our children and to individuals with disabilities. Ну и это, собственно, вот потому что мы можем очень сильно увеличить риск того, что может произойти с человеком с нарушениями в развитии. As we know, people with disabilities often feel isolated and separated in society anyway. Ну и вы понимаете, что человек с нарушениями может в любом случае чувствовать себя довольно изолированным и отделенным от общества. And so this issue of sexuality can make them feel even more isolated. А если и вот эти такие чувствительные достаточно темы замалчиваются, то изоляция только возрастает. And then there's a lot of health issues, and Dr. Kалдер will be talking about the medical side of this. Ну и есть еще и масса медицинских вопросов, которые связаны с этим, и профессор Калдер об этом поговорит немножко. And the social impact. People with disabilities are at higher risk of having inappropriate sexual relations sometimes. Ну и также есть влияние на социальную жизнь, потому что людям с нарушениями иногда трудновато устанавливать подобающие социальные связи. And victimization can also occur, and we'll talk about why that is. Ну и обязательно вот к вопросам виктимизации вернемся. So really, silence is probably the worst thing that we can do. То есть самое ужасное, что вы можете сделать, это молчать. And it's very important to discuss this. И это очень важно обсуждать. Okay. So this is a study that was done in 2003. A quote from it that says, "Our bodies are where self-esteem, desire and sexuality come together." Ну вот это исследование 2003 года, и это одна из цитат из интервью, которые в этом исследовании, соответственно, были проведены. The more we pay attention to our needs, the better we are able to take care of ourselves. И чем лучше больше внимания мы уделяем нашим потребностям, тем лучше мы можем заботиться о самих себе. And for any of you who were in Mo and Sean's talk on, that was Tuesday. Ну вот во вторник, если кто-то из вас был на выступлении Мо и Шона, You know that happiness, one of the ways they define happiness was to know yourself. вот человек с нарушениями, один из способов достигнуть удовлетворенности и счастья – это узнать больше о самом себе. And that includes everything about yourself, including this piece about intimacy and sexuality. И это вообще обо всех аспектах самого себя, но и еще и об этом важной области интимности и сексуальности. So when I teach at the University of New Mexico to my physical therapy students, Ну вот когда я учу в университете своих студентов, физических терапевтов будущих, one of the courses I teach is a biopsychosocial practice. один из курсов, который я преподаю, это биопсихосоциальная модель. And it's this whole idea that we are complex beings made up of all these different needs, and that all of these pieces come together in a holistic way. И, собственно, идея заключается в том, что мы такие цельные с вами существа, и все наши кусочки вместе сходятся и создают нас такими, как мы есть.
And sexuality isn't just about the physical act. It has a lot to do with intimacy and emotion. И на самом деле сексуальность это не просто какой-то механический акт. Это все, что связано с эмоциями и близостью. And intimacy and emotion is really what provides us pleasure and human bonding. А вот эта близость и, собственно, и эмоции, это как раз то, что делает наши человеческие связи и отношения крепкими и важными. I know this whole conference has been focused on evidence-based medicine. Вот вся наша конференция сфокусирована на практиках, основанных на доказательствах. And most of this field of research has been based on more psychological studies. А вот эта область, она вся в основном основана на психологических исследованиях. How many psychologists are here Сколько today? у нас здесь психологов? Yeah, quite a lot. So you'll be interested to know that this research looks at the quality of life of individuals with disabilities. Но вот вам понравится, значит, вот это исследование, оно было сфокусировано на показателях качества жизни людей с нарушениями. Yeah. I just want to point out something right now. Я бы хотел прямо сейчас вот вмешаться. Meribet, wonderful physical therapist, really wonderful person, is teaching her students about this. I can tell you our neurology residents know nothing and are taught nothing about this, to my shame. Ну вот я хочу сказать, что на кафедре физической терапии Мерибет учит студентов, будущих физических терапевтов, вот этой важной теме. А к моему стыду, я вот сейчас вдруг понял, что мы, будущих детских неврологов, вообще этому не учим. Well, and again, I think if we don't talk about it, we, as a physical therapist, our patients who have a medical problem wind up feeling very isolated in this area. И, собственно, мы, как физические терапевты, знаем, что человек, у которого могут быть медицинские проблемы в этой области, может чувствовать себя очень изолированным. So I think this study is very interesting because it shows that people with disabilities scored higher in quality of life studies. Ну вот, это интересное исследование, оно показывает, что у людей с нарушениями в развитии получается выше оценки по опроснику качества жизни. And had higher self-image ratings. И выше самооценку. If they had a counter, or if they had sexual relations, intimate relations, not just sexual, intimate relations. И они получают вот выше эти оценки по сравнению с людьми с такими же нарушениями, если у них есть близкие отношения с людьми. Even compared to those that had close friends. Даже тех, у кого есть близкие друзья. То есть вот близкие отношения в паре, они очень важны. So really, I think people with disabilities are no different than everybody. То есть на самом деле человек с нарушениями, он ничем не отличается от всех нас. Okay, Misha, if you can turn on Monica and David's wedding. Миша, Монику и Дэвида включите нам, пожалуйста. So Monica and David have. That's all right. I'll talk later. I, Monica, Monica, ask you, David, ask you, David, to be my husband, to be my husband, to the best of my ability. to my best ability. I shall try I shall try to be sensitive to be sensitive to your needs. to your needs. This day, I shall marry I shall marry my best friend, my best friend, the one I laugh with, the one I love with, live for, live for, and shall love forevermore. I shall love and even more. These rings are symbols of your love and trust for and in each other. I know you've been waiting for this. You may now kiss your most beautiful bride. If you ever have a chance to see a wonderful movie, Monica and David is fantastic. Если у вас будет возможность посмотреть этот замечательный фильм «Моника и Дэвид», он называется. So Monica and David both have intellectual disabilities. У Моники и у Дэвида есть когнитивные нарушения у обоих. And their parents have been very supportive in helping them
not only in their marriage, in their wedding, but also supporting them as a married couple. Ну и вот и их родители, они помогли не только на свадьбе, но и помогать продолжают и поддерживают их, как уже семью. And we'll show you a little bit about the parent perspective later in the talk. Мы немножко попозже про родителей, как они все это воспринимают, поговорим. But I think this is a perfect example that Monica and David are just like all of us. We really desire to have that intimate relationship with each other. Ну и вот это такой пример, что на самом деле ничем Моника и Дэвид от всех нас не отличаются и хотят таких же, в общем, отношений, как и мы. So first I want to address the myths about people with disabilities and sexuality and intimacy. Первым делом я бы хотела поговорить про мифы в области сексуальности и близости для людей с нарушениями. And I know all of you with children with disabilities know this one is not true. Ну и вот те, у кого есть дети с нарушениями, знают, что это неправда. But the society in general sometimes believes people with disabilities and chronic illnesses are not sexual beings. Ну вот иногда в обществе есть такой взгляд, что они вообще асексуальные существа. And they also believe that they really don't have opportunities as teenagers or young adults to experience this. И что у них никогда не будет возможности, когда они станут подростками или взрослыми, подобный опыт получать. But we know that adolescents, regardless of whether or not they have disabilities, regard sexuality just the same as their peers. Но исследования нам показывают, что подростки с нарушениями, они, в общем, относятся к сексуальности так же, ничем это не отличается, чем как и типично развивающиеся сверстники. The second myth is that people with disabilities and chronic illnesses are not desirable. Ну и, соответственно, второй миф – это то, что люди с нарушениями и хроническими заболеваниями вообще просто страшно непривлекательны и никому они не нужны. And I always say there's always somebody for everybody. Everybody always has somebody. Ну вот мы говорим, что каждый найдет себе в мире вот. But I think this is a perfect example of athletes, that the Paralympic athletes who are obviously very good-looking and very desirable people. Ну вот паралимпийские атлеты – это хороший пример того, что они прекрасно выглядят и вполне такими, может быть, желанными. Another myth is that people with disabilities do not have intimate relationships. Еще один миф: у людей с нарушениями не бывает близких отношений. But as you can see from Monica and David, that is not true. Ну вот вы видели Монику и Дэвида, это неправда. Just like every other adolescent and young adult, people have desires to be in marriage, have children, and have satisfying lives. Ну, как любые молодые взрослые, и все хотят иметь близкие отношения и иметь близкого человека. So how many of you women out there dreamed of your marriage from the time you were a little girl? Как многие из вас мечтали о том, вот как ваша свадьба будет выглядеть, когда вы маленькими девочками были? Почему девочками? Ну не, да. Why And how, girls? well, because I'm going to ask the same thing of men. Он потом сейчас переспросит мужчин тоже. So what about the men? Did you dream Вы of your мечтали о marriages? вашей свадьбе, когда были маленькими мальчиками? So, Not sure. yes, not as much usually. Нет, обычно все-таки поменьше. But that people, regardless of their abilities, have these wishes for their future. Но на самом деле, вне зависимости от того, какими способностями люди обладают, подобные желания есть у них у всех. Some people also believe that people with disabilities have these very aggressive sexual urges. Ну и, соответственно, есть такой миф, что люди с нарушениями очень агрессивны и неконтролируемы абсолютно. And we know that is not necessarily true as well. Ну и мы знаем, что это тоже неправда. And also another myth, and Dr. Kалдер will also talk about this, but people with disabilities cannot have children. Ну и, соответственно, еще один миф, что у детей с нарушениями у людей с нарушениями не может быть детей. И это тоже неправда. Вот сейчас профессор Калдер немножко об этом тоже поговорит. Just to interject, you know, we know now that people with Downs have gone from having a life expectancy of 20 to 30 years to up to 60 years. Мы знаем, что продолжительность жизни у людей с синдромом Дауна, она была, раньше мы думали, 20-30 лет, а теперь вот до 60 лет вполне они себе живут.
And couples with Downs, about 50% of their children are normal. И у пар, у которых есть синдром Дауна, 50% детей абсолютно типично развивающиеся. So it's become a very interesting and probably even more difficult topic to address. Но это стало, наверное, еще более сложной темой, на которую нам приходится разговаривать, потому что раньше просто... And again, depends on so many aspects of support, family support, cultural support, societal support, financial support. Ну и, соответственно, очень много стало вовлекаться аспектов. И культуральная разница, и финансовые возможности, и возможности поддержки общества, и восприятия. The issue being that this is a very complex set of circumstances to negotiate. И это такая комплексная область, в которой мы все должны договариваться. And requires a great deal of thought by everyone involved, including the person with the disability. И если мы об этом договариваемся и разговариваем, то вовлекаться должны все заинтересованные стороны, включая человека с нарушениями. And so, interestingly, at least half of all women with Down syndrome do ovulate and are fertile. Ну, на самом деле, вот женщины с синдромом Дауна, у них есть овуляция. And between 35 and 50% of children born to mothers with Down syndrome are likely to have Down syndrome as well. Но при этом есть повышение риска того, что ребенок также будет иметь синдром Дауна. But that means the other half are normal. Но это означает, что половина-то So детей just будут because обычно there's типичными a- развивающимися. Just because there's a genetic syndrome does not necessarily mean the child's going to have Down syndrome. То есть, но даже в такой случае, когда есть генетический синдром у обоих родителей, это не означает, что у ребенка обязательно он будет. And although the fertility rate in men with Down syndrome is lower, they are still tend to be fertile. То есть, несмотря на то, что фертильность намного ниже у мужчин с синдромом Дауна, все-таки довольно высокая остается возможность того, что они могут стать отцами. So let's look at some different perspectives, because everybody's got perspectives about intimacy and sexuality in people with disabilities. Ну, давайте рассмотрим разные перспективы, вот, с которых можем смотреть на эту проблему. So we'll hear about people with disabilities themselves, their caregivers, and the medical professionals. То есть мы можем думать о том, как видят эту проблему люди с особыми потребностями, те, кто ухаживают, и медицинский персонал. So as we talked about earlier, young people generally have a difficult time talking about this. Ну вот, как мы уже обсуждали, молодые люди часто находят эту тему сложной для обсуждения. I mean, how many of our kids have approached us to ask about this topic? Ну и вот, как много сами подходят и хотят об этом поговорить. Probably nobody, right? Ну, почти никто, да? We usually have to initiate the conversation. Нам обычно приходится самим начинать разговор. But adolescents and young adults with intellectual disabilities often feel even more disadvantaged because they don't have enough knowledge. Но они, подростки, молодые взрослые с когнитивными нарушениями могут чувствовать себя еще более уязвимыми, поскольку им не хватает знаний. They feel even more uneasy about their developing sexuality, especially if we don't talk about it. Если не обсуждать с ними вот эту развивающуюся сексуальность, она может тоже вызывать пугающее ощущение. And again, this is all based on research, that they feel more confusion and shame about sexual feelings as well. Исследования показывают, что они могут ощущать смущение и стыд в связи с сексуальными чувствами. Oftentimes, people with disabilities aren't able to access the resources that you and I would have. Ну и опять же, им сложнее получить доступ к ресурсам, которые вы можете использовать, потому что у них есть когнитивные нарушения. And they may lack the confidence or the ability to express their own wishes for their own intimate И relationships. может им не хватать уверенности или способности выразить те потребности, которые у них могут существовать.
So it's been proven in research that people with disabilities are rarely asked about their wishes, their desires, their dreams. И на самом деле вот ситуация такая, что мы редко спрашиваем человека с нарушениями о его собственных желаниях, потребностях и мечтах. And I think that's why it's so important for me as a medical provider to always ask my teens and young adults with disabilities, what do you want? И вот для меня, как человека, осуществляющего предоставление услуг людям с нарушениями, очень важно спросить самого человека, а чего ты хочешь? And just like Mo's and Sean's talk again, I believe the more we give our kids choices about anything, the better off they're going to be. Ну и, соответственно, как и говорили Мо с Шоном, чем больше выборов, тем лучше человек себя ощущает. So I want to share with you a friend of mine. This is Deanne. Ну вот, sorry? Deanne, or Dee, a friend of mine. She's just a friend, yeah. Она просто мой друг Ди. And she was born with athetoid cerebral palsy. Athetoid cerebral palsy. Она родилась с атетоидным церебральным параличом. She drives a power wheelchair. Она ездит на электрическом кресле инвалидном. And is pretty good cognitive functioning. И неплохо функционирует в когнитивном смысле. So she married Kevin. Она вышла замуж за Кевина. And she met him in college. She may talk about this. И она встретила его в колледже, и, может, она об этом скажет. And Kevin actually suffered a traumatic brain injury, much like my son. А у Кевина травматическое повреждение мозга, так же, вот, как у моего сына. But they fell in love and are now married and have been married for, I think she says 11 years, we'll see. Ну вот, они влюбились друг в друга, они сочетались с браком, и уже вместе живут 11 лет. So if you can start the first one about Dee growing up with a disability. Ну давайте включим видео. All right, so what kind of growing up with a disability, what was your perspective about sexuality and relationships and... I was always very inquisitive. One day, I asked one of my therapists, Специалистов нет. at age 4, do you think I ever will be able to ever get married? And for a 4-year-old, that kind of shocked her, and she said, sure, why not? And they were very open with me about you can do anything you set your mind to doing. And I always grew up that way. I mean, my disability never really interested me because I always had it, so I'm not upset about it, it's just life. And that's the way I think of it. That's awesome. У меня всегда была инвалидность, и никогда, собственно, это на меня не влияло, потому что я просто с этим такой... Это жизнь моя такая. You know, I think it's one of the things that will come up a little later on. I just want to point out how young that Deanne was when she clearly started thinking about her future life and a relationship. So, Ну вот подумайте, насколько рано она начала думать о своей будущей жизни и возможных, собственно, отношениях. and while by no means evidence-based, since it's an N of 1, in number of 1. Ну понятно, что это не имеет отношения к практике доказанной эффективности, потому что это просто один человек. I think it's a very good example of how early people in their development start to think of these things. Но вообще, на самом деле, это удивительно, насколько люди рано в своем развитии начинают думать о своей судьбе.
Я хотела бы задать вопрос, то есть если мы воспитываем ребенка с когнитивным нарушением, насколько рано мы должны начинать с ним общаться на эту тему, или мы все-таки будем, имеет смысл ожидать запроса от него, а если запроса нет и мы начинаем общаться рано, должны ли мы это повторять, пока он не запомнит наконец что-то? Потому что ощущение долгосрочной перспективы не всегда сформировано в этом случае. Спасибо большое. Да, спасибо за предложение помощи с микрофоном. Если что, мы обратимся. Сейчас пока справляемся. It's obviously a very tough situation. Это очень сложная ситуация. I think if questions arise, you certainly have to answer them truthfully. Если возникает вопрос, надо правдиво на него отвечать. In an age-appropriate way. В подобающем возрасту способом. And if there are no questions, I think at some point you really have to start talking about this, particularly before puberty. И если вопроса нет, то вам нужно начинать говорить самим, особенно до наступления пубертата. It will only become more scary if they enter puberty without any knowledge. It will become much more scary and difficult И to deal with. если вот в пубертат войдут без всяких знаний, вот это тогда будет пугающим. Does that answer the question? Can I just say something real quick? Окей, еще сейчас она добавит. I want to say, as parents, we naturally question ourselves all the time, right? Ну, мы как родители все время сами себе вопрос задаем. And I think it's really important to use your best judgment about the best time, but I do agree that it should be before adolescence. Ну вот, и это, собственно, только ваше, может быть, решение, когда лучше говорить, то никто, кроме вас, как родители, этого не знает. Но она полностью согласна, что это обязательно до пубертата. Я как мама ребенка с ДЦП, который 21 год уже, могу сказать, что, например, что я сейчас услышала, сказали, что люди, которые работали с этой женщиной, они были с ней откровенны. Я живу в маленьком городе, и у нас есть сообщество родителей, которые имеют детей с инвалидностью. Что хочу сказать по срезу нашего города. Я как мама имею, может быть, внутренний какой-то комплекс к себе, в себе прежде всего. И, как у нас в России говорят, встречают по одежке, а провожают по уму, очень сейчас особенно важно именно восприятие тела. Как мама ребенка с ДЦП у меня срабатывает такая вещь. Я смотрю на тело своей дочери, и где-то внутри меня уже у меня есть свои стереотипы и свое представление о сексуальности и еще о чем-то. И я сейчас вот смотрю и анализирую свою жизнь, и я являюсь сама тем, кто останавливает, тем, кто намеренно не будет поднимать даже этот вопрос. И когда у меня кто-то спрашивает, а как ты относишься к замужеству своей дочери, у меня случается внутренняя истерика. Я думаю, что особенно в маленьких городах, ну вот в нашем, по крайней мере, сообществе это очень распространено. Это был просто комментарий, не вопрос. Ну и на самом деле то, что вы об этом говорите, очевидно, означает, что и в маленьких городах люди об этом думают. Well, I think it is a very sensitive topic. Это очень чувствительная тема. Right? You are an extremely enlightened, brave person to talk about this. Вы удивительный, смелый, думающий человек, который об этом может говорить. And difficult as it may be, I think the only way to deal with those feelings that you have is to talk about them
in situations where you feel comfortable talking about И them. понятно, что единственный способ нормальным образом со всем этим справиться, это обсуждать в тех ситуациях, когда вы чувствуете, что вы, ну, как бы это комфортно обсуждать. And also talking with your daughter about this. А еще, в общем, с дочкой, наверное, об этом надо говорить. But you're absolutely right. It's an incredibly difficult situation. Ну, вы абсолютно правы, это очень сложная ситуация. And I think our instinct as parents is to protect our children. А инстинкты родительские, они заставляют нас защищать своих детей. Right? But I think we also have to think about our children someday outliving us and being happy. Но нам бы хотелось, чтобы наши дети нас пережили и были счастливы. And if that includes having an intimate relationship, then I think it's something we need to discuss. И если это включает возможность наличия близких отношений, это что-то, что нам надо обсуждать. You know, I think in this sort of vein, it's also worth pointing out that there are also non-disabled people who choose not to have intimate relationships. Мы должны вообще честно с вами понимать, что есть люди и без всякой инвалидности, которые выбрали не вступать ни в какие близкие отношения. Nobody is really normal. То есть нормальных-то нет. Yes. Вопрос. Я не только как священнослужитель, но и отец двух особенных детей. Со старшим сыном, которому 23 года, уже возникла ситуация того, что он стал интересен девочкам. Он ходил и посещает специальные клубы. У нас в городе есть организация, ассоциация НКО для детей-инвалидов, для их родителей. И вот, понятно, та ситуация, которую вот изобразили свадьбу, показали прекрасно, когда, может быть, это можно допустить, когда родители приводят детей в один клуб, они в нем растут, родители знают друг друга, они создают оптимальные условия для создания брака и его как бы патронажа, помощи им. Ну вот вы сейчас произнесли слова, что вы хотели бы, чтобы после нас дети наши остались, жили, были бы счастливы. Меня, как родителя, на сегодня волнует одно. Что будет с ними, когда меня не станет? Вот этот вопрос намного страшнее, потому что дети имеют ментальные нарушения. И что с ними станет, что станет вообще с их жизнью? А не то, чтобы они, конечно, я сделаю, пока живой, все, чтобы они были счастливы. Но имеется опыт в одном из интернатов, когда дети наши, пусть с нарушениями, они в конце концов созревают благодаря программам, благодаря реабилитации. И вот приходит к ним желание создать семью. Большинство из них не знает, с чем сопряжено трудная жизнь семьи реальная. Они видят внешнюю картинку, им хочется так, как и все. Скажу, как священнослужитель, у меня окормляется много такой молодежи. У большинства мыслей таких не возникает. Ограниченные Творцом физически, они и духовно закрыты от многих тем. Вернемся к ситуации в интернате. В интернате стали соединять молодых людей. Ну, симпатичные так пары, давать им двухместную комнату, все прочее. Долго, ну как бы, знаете, как бы вот семья, опыт семьи. Долго удержаться в рамках этой искусственной семьи они не смогли. Неделя-две, и каждый из них уходил к другому партнеру. То есть, говоря конкретно, мы, прикасаясь к этой стороне, не отпускаем ли мы пружину некого такого процесса, который просто их развращает. Со старшим сыном была такая ситуация. Ему звонила 15-летняя девочка. В течение 2 лет висела на телефоне. Ну, она из тех, кто развивается раньше, девочки раньше развиваются. И у нас просто ситуация пришла к тому, что мы пришли к ее родителям. И у нас была беседа. Нужно говорить с родителями, что им делать в такой ситуации. Не все дети, не вся наша молодежь, она с этим желанием ярко выраженным. Выходит, нам надо разделять, с кем мы должны об этом говорить, а с кем и не трогать бы, как правильно сказала здесь мама.
Потому что в долгосрочной перспективе, говоря об этом, создавая семьи, мы попадем к другому опыту. У меня 2 приемные девочки, родители которых оба больны. С рождения второй их лишают обоих дееспособности и помещают в психоневрологический интернат. Представляете, на что обрекается потомство в подобных парах? Тоже очень громадный вопрос. Говорю об этом, поскольку это меня коснулось. И спасибо большое. Вы очень много сразу вопросов затронули, да? И там есть как бы вот несколько слоев. Часть из слоев не понять нашим американским коллегам, потому что это связано с тем, что у них больше уже 40 лет нет психоневрологических вот таких вот интернатов. И им просто непонятно, вот просто о чем вы говорите. И там понятно, что мы знаем из исследований, что вообще вот эта вся попытка создать фикцию нормальной жизни в учреждении, она обречена на провал. Ни у кого в мире не получилось. И с семьей там жить нельзя, и без семьи там жить нельзя. И это я просто комментирую, потому что, чтобы их не ставить в неловкое положение, потому что они не понимают до конца. Да, хорошо. Я же не запрещаю. I will tell you that I have very similar fears in somewhat different ways for my own daughter. Ну вот у меня есть похожие страхи с моей дочкой. And she's 32 and has a job, a car, 2 dogs, a house. But the money will run out. Ну вот у нее, ей 32, есть дом, есть собаки, а деньги-то кончатся. And it's a small family, so I certainly lose plenty of sleep considering similar, if not exactly the same options. Ну вот и похожие у меня в голове вертятся как бы возможности ее в будущем, куда она попадет, что будет. I would also point out that the United States social welfare safety net is not as robust as you might think. Ну, на самом деле, вот, конечно, надо сказать честно, что вот социальные поддерживающие институции в США не такие хорошие, как вы, может быть, думаете. Which is a comment on our society. И это, конечно, плохо для нашего So общества. I think, as I said, that's why I think so many of these things are very individual and require the sort of thought of a lot of people that surround those who have these problems. И вот эти вот комплексные проблемы, они, конечно, требуют того, чтобы вовлекались вообще все, кто вокруг этих ребят есть. The Monica and David situation is one in which there is ongoing family support and, even more importantly, sophisticated financial support. Ну вот с Моникой и Дэвидом там же какая штука? С одной стороны, огромная поддержка 2 семей, которые, в общем, объединились для этого, продолжающаяся. С другой стороны, довольно хитро организованная финансовая поддержка. And later in that movie, you see the family move into 2 apartments that adjoin each other, so that the parents can support Monica and David, who are just next door. То есть, а потом вы, вот если этот фильм будет смотреть, увидите, что там семьи-то переехали так, чтобы быть соседями и иметь возможность оказывать постоянную поддержку, живя рядом. And very few Americans, frankly, can financially support that. И, честно сказать вам, в Америке-то немногие люди по деньгам себе такое могут позволить. So the issue here is, I think, what can we do to help people with disabilities and their intimate relationships and their life, and it's just going to vary tremendously from situation to situation. И вот мы каждый раз должны думать, как мы можем помочь человеку с инвалидностью, чтобы у него была вот эта возможность близких отношений. Это, похоже, будет очень сильно отличаться от одной ситуации к другой. Yeah, and we also have group homes that I know that we don't have orphanages, but we have group homes for adults with disabilities, so the issues are very вот таких, similar. конечно, нет, но у нас есть дома группового проживания по-прежнему для людей с нарушениями. Later in our talk, we will give you some resources of some programs available to help you talk with children
with disabilities or young adults with disabilities about this topic. Ну вот мы попозже вам будем показывать всякие ресурсы, которые, собственно, созданы для того, чтобы помочь вам разговаривать с ребятами, у которых есть нарушения в развитии, о сексуальности и близости. So I think if it's okay with you, we'll take one more question, and then maybe we'll wait towards the break to do some more, so we can keep going. Ага, ну вот мы сейчас еще один вопрос, и дальше пойдем по слайдам, чтобы нам как-то продвинуться по слайдам и не застрять до перерыва. У меня, наверное, больше не вопрос, а как, я не знаю, расскажу, в общем, да, о своей семье. У меня есть сын старший, ему 16 лет. Он год встречается с девочкой, у них есть сексуальные отношения, я отношусь к этому, ну, как бы нормально. У меня есть дочь, ей 14 лет, она ни с кем не встречается, и мне даже в голову не приходит, что она с кем-то там будет вообще когда-то встречаться. Для меня это как бы страшно, да? И младший сын, ему 12 лет, у него синдром Дауна, и как бы я могу допустить такую ситуацию, что у него будет девушка там в будущем, да, которую как бы я возьму жить к себе, они будут жить там в моей семье, да, создавая какую-то свою семью. Но если бы у меня была девочка, например, с синдромом Дауна, то, наверное, мне тоже в голову не пришло бы, чтобы у нее там был какой-то там, ну вот, мужчина, муж, да? Такой мужской шовинизм такой. Ну, то есть, как бы мальчик, он как-то, ну, как-то его попроще отпустить можно, а девочку... А девочку не отпустили бы, да. That's the same in the U.S. Спасибо большое. В Штатах то же самое. That's worldwide. Ну вот жизнь, да. I do want to move on and talk about, I want to show them the video of Kevin, Dee's husband. Ну я бы хотела показать вот видео теперь Кевина, мужа Ди. Because as you can see, Dee has a lot of physical needs. She takes full physical assistance for all her daily care. Вы понимаете, что ей нужна полная физическая поддержка. Ей постоянно нужен физический ассистент для любых ее ежедневных потребностей. She needs to be fed. She has to be. She uses a lift to go to the bathroom and take a shower. Ей нужно использовать подъемник, чтобы попасть в ванну и принять душ. So what do you do in a situation like this when you're married? So Kevin has become also her caretaker. То есть, собственно, Кевин стал не только ее мужем, но еще и человеком, который за ней в физическом смысле ухаживает. And I think they're a very amazing couple, but I'd like you to hear his perspective. Они очень, ну прям классная парочка. You know, I also want to say two things. One, еще хочу добавить две вещи. Одна, how tremendously generous it is of Kevin and Deanne to do this for us all. Ну и первое, это спасибо им, что они позволили записать это интервью. Это очень классно для всех нас. And two, at some level we are talking about human insecurities. И иногда мы вот думаем о том, что человек бывает небезопасно. We all, I think, believe that we're immortal. Но мы все думаем, что мы супермодели. Maybe even infallible. То есть мы такие люди, которые никогда не допускают ошибок. But the reality is, none of us are going to live forever. Nothing is certain. Но на самом деле никто не живет вечно, и ничто не вот так не очевидно. So I think if we interpret things in the light that we really don't know what's going to happen to any of us. Если мы будем думать по-другому, на самом деле никто не знает будущего, и никто не знает, что с каждым из нас произойдет. It maybe becomes a little bit easier to understand this. Может, будет полегче тогда все воспринимать. I don't believe we ever give any thought to the problems as well as just deal with it. It's a fact of life. I don't think about it a whole lot. Mm-hmm. I mean, I'm not blind and stupid, and I certainly do what she has, but it's not something I really think about every day of the week. I just deal with it. He helps me with personal things. I mean, hygiene, shower, bathe, brush teeth, all sorts of fear. It's just something I do. It's a fact of life. Mm-hmm. I just handle it. I don't think about it a whole lot. Mm-hmm. I went into this relationship with my eyes open, so I don't give it a lot of thought. Mm-hmm.
Yeah. How was it for you, Dee? It was fine because I was used to different people taking care of me at different times, you know. Parents go on vacation, за мной люди ухаживали. friends have to step in, or other family members have to step in to help me. I think one day, I don't know if it's before or after we got married, because I'm not used to, well, how do I word this? He was helping me with the restroom. And I'm talking to him and doing my normal stuff. He goes, don't you want privacy? And I go, I've never had it. I don't know what that is. So, there's that difference. So you've had to just take, be very accepting of the fact that that whole self-care, sexuality piece, it's all part of the relationship. Yeah. Cool. So Dee is very fortunate to have a husband who is willing to do that as well. Ну вот Ди повезло, у нее такой муж, который, в общем, вполне справляется. So the perspective of parents, as we can hear, parents worry a lot. That's our job. Ну вот, не просто людям такие вопросы обсуждать. But it's really difficult for parents, as we know from all of us talking about it with our children, but also in the research it shows that parents have difficulty discussing this. Ну и не только наши собственные опыты это показывают, но и исследования, которые проводились, тоже говорят, да, родителям нелегко об этом говорить. So again, back to these quality of life studies, it shows in parent surveys that adolescents' quality of life were negatively impacted when they weren't given the opportunities to have privacy and have intimate relationships. Ну вот мы говорили уже о том, что проводилась оценка качества жизни. Оценка снижалась, если подросткам не давали возможность уединиться и, соответственно, каких-то частных делами заниматься. And it's normal as we become adolescents to desire that intimacy and pull away from our parents. Ну и там, соответственно, есть два желания. С одной стороны, желание близости, а с другой стороны, отделиться от родителей. But it complicates things when our children are dependent on us and have disabilities. Но с другой стороны, мы понимаем, что дети более зависимы, когда у них есть нарушения. Let's hear again from Dee and Kevin. Now this is from their perspective about what their parents' thoughts and beliefs were. Ну вот давайте послушаем дальше о чем думают родители. And this is about them getting married. So just, what were people's reactions of you getting married? Well, my mother at first didn't want us to be involved at all. So. Why was that? Because my mom felt like I could do better than Deanne, and I felt my mother's perspective. It doesn't matter what she thinks. I really don't care. So basically, I blew her off. I still do to this day. Mom's come around to accepting her, but it took many years for that to be the case. Yeah. And you, what was your situation? Mine was, they were overprotective, and because of the age difference, they were questioning what was it. So it took several years for my parents to accept me, get to know me. Now it's fine. Okay, good. Okay.
Tell something to people. We've got a question. У нас есть еще вопрос, да? Можно узнать, какая у них разница в возрасте? Какая в возрасте разница у... What was the question? Около 15 лет. 15 лет. Давайте. Кевин работает? Он сейчас на пенсии. What did he do? Ну, работал, да. Он работал учителем в колледже местном. There's a slide that we didn't get. Sorry. Скажите, пожалуйста, я просто не знаю, как реагировать на некоторые события. У меня девочка с ДЦП, ей 17 лет. Ну, пока еще этого не происходит, но если вот вдруг вот я вот это вот увижу, то даже не знаю, как я буду реагировать на это. Если я, допустим, буду наблюдать, что она сама себя удовлетворяет, какова должна быть моя реакция? Ну, я понимаю, что это не дикий крик, что ты делаешь, но вот как на это реагировать, даже не знаю, как, наверное, родители меня поддержат в этом вопросе. Спасибо. Actually, we're going to address that in a Мы little собирались bit. об этом поговорить. And I think probably the right answer, understanding that there are no rights and wrongs in all of this. И правильный ответ, он как бы... Да, но что правильного ответа нет, да? Is being open and discussing it. И быть открытым, обсуждать об этом, говорить. These are sort of facts of life. Ну, это просто часть жизни. And it may be an opportunity to discuss the issues surrounding Ну и просто sexuality. об этом поговорить, что вокруг сексуальности вообще существует. And we're going to talk later also about setting rules for our children. И также мы попозже собирались поговорить об установлении правил для детей. And I think when you have a child with an intellectual disability, you're not going to stop masturbation. И, собственно, для ребенка с интеллектуальными нарушениями мы, наверное, не собираемся ему запрещать мастурбацию. We don't stop our typically developing children the same Мы way. не запрещаем у обычно развивающихся детей. But we do say there are rules about it. Но мы обсуждаем правила вокруг этого. And that's that the door needs to be closed, for То есть, example. соответственно, дверь должна быть закрыта, должно быть уединенное место. Or you only do that in your own bed. Или там ты этим только занимаешься в своей кровати. So there are rules that you can make to make things more comfortable for you. Есть правила, которые, соответственно, делают жизнь комфортнее. So we're missing a slide, and so if it's okay, we're going to wait and take questions before the break. Может, до перерыва дождемся, по слайдам пройдемся с вопросами, чуть-чуть подождем. Yeah, because I want to get a little farther, so I make sure and give you some of the we give you the resources that you'll need То есть today. я бы хотел убедиться, что мы вообще успеем по нашей презентации дойти, чтобы вы узнали о всех ресурсах, которые доступны. And your question actually brings up the issue of the missing slide. И это как раз вот тот слайд, который у нас пропущен. Я говорю, что прислали, то мы перевели, у них просто другая слайд, который забыли нам прислать. We don't send you everything. Не все переслали, да. And it brings up the issue that I think is one of the fundamental issues and what we are talking about is that not only are families and parents ill prepared to deal with this, so are the medical providers and healthcare professionals. Мы должны понимать, что не только родители не очень, так скажем, готовы к тому, чтобы говорить об этом. Еще и медицинский персонал не очень готов. And that's really the missing slide
don't know how it was missed. But that is one of the major points of this. All of the research shows that doctors, nurses, healthcare providers in general do not address this and are not educated to address it. Все исследования показывают одно и то же. Ладно, родители, но и медсестры, и врачи, и остальные специалисты, которые вокруг были помогающие, они никак в этом смысле на самом деле не помогли. Okay. Okay, so there it is. Okay, it's not missing. Oh, you finally find. Они просто не на ту кнопку нажимали, слайд-то был, оказывается. Yes. It's hard to know when you can't read the Russian. So let's talk about fundamental human rights, because Давайте this is поговорим really, про фундаментальные права человека. this really is kind of the bottom line to this talk. Потому что это все вот как раз является основой того, о чем мы говорим. So we're just going to give you some resources. We're not going to go through all of these rights, but want to let you know that internationally there are definitions of human rights. И мы, собственно, не собираемся ничего нового придумывать. Это международные ресурсы, которые абсолютно универсальны для наших с вами стран. And you may be aware that the United Nations has rights of persons with disabilities outlined. Ну и вы, наверное, знаете, что на сайте ВОС опубликованы права людей с нарушениями. And really, it's the same rights that you and I would have. На самом деле они ничем отличаются от прав, которые есть у нас с вами. Except that we also want to avoid discrimination in this population. Ну вот добавляется то, что мы хотим избавиться от какой-то дополнительной дискриминации по отношению к этим людям. That we want to be able to retain their fertility. И мы не хотим как-то их лишать возможности фертильности, возможной фертильности. And that we really provide rights to protect people in this area. И мы хотим обеспечить права на защиту в этой области. There's also the American Association of Intellectual and Developmental Disabilities. That's the next slide. Is that the next one? Let me see. One more. Yeah, you are still going in the wrong direction. No, I think I'm still. Oh, okay. I think I still Все, missed опять one. не в ту сторону пошли, наконец Go вернулись back куда one. надо. Oh, that's the right Ну one. вот Okay, это, great. соответственно, уже их внутриамериканская декларация. It just takes 2 slides on theirs. Okay. And the PowerPoint will be available for people Okay, attached great. to your talk. И There's надо also- сказать, что презентация будет доступна всем, кто будет смотреть, то есть там же, где будет трансляция, там же можно будет скачать презентацию. То есть все слайды, все ссылки, они у вас все будут. We also have the American Association of Intellectual and Developmental Disabilities, and also ARC. Ну и, соответственно, вот эта вот декларация, которая сделана Американской ассоциацией людей с нарушениями. And basically, every person has the right to exercise choices. and Can you we get us are to the on right this slide? Yeah. Yeah. Yeah, I can see these slides. Okay, great. So every person has the right to exercise choices regarding sexual expression and social relationships. И каждый человек может развивать дружбу, эмоциональные и сексуальные отношения. So just because someone has an intellectual disability does not mean justify them losing their rights. То есть то, что у человека есть когнитивные проблемы, еще не означает, что он потерял свои права. Now, where it gets tricky is that we want to protect our children, right? Но вот там возникает сложность, когда возникает вопрос о защите своих детей. But these are the rights of our children, to have rights just like we do. Но право наших детей – это быть такими, как мы. Okay, good. Okay, I think we can go on. Okay. All right. Why don't you start medical management, and then maybe we can take about 10 minutes of questions. How does that sound? Okay. Yeah, so maybe start about 5 minutes and then 10 minutes for questions. Okay, so this is my part of the show. Итак, теперь перейдем к моей части. And I just want to again say that the concept of sexual health in persons
with disabilities is obviously very sensitive. И я бы хотела еще раз сказать, что, конечно же, вопрос сексуального здоровья у людей с интеллектуальными нарушениями – это достаточно чувствительная тема для разговора. And many advances have been made in terms of employment, housing, other aspects of community integration, but sexual needs have been relatively ignored or strictly controlled. И несмотря на то, что есть прогресс в разных социальных областях интеграции людей с интеллектуальными нарушениями, например, создание жилья, создание рабочих мест, такая тема, как сексуальное здоровье, все-таки не сильно продвинулась, и достаточно мало что создано по этой теме. And in the past, sexual health in this population has largely consisted of preventing reproduction. И особенно, если мы посмотрим на историю того, как это все развивалось, то в прошлые годы и до этого, в принципе, чаще всего, когда мы говорили про сексуальное здоровье для людей с интеллектуальными нарушениями, в основном все сводилось к тому, что его просто предотвращали размножение для таких людей. And in some circumstances, involuntary sterilization. Также, если мы смотрим на историю того, как это развивалось, даже была недобровольная стерилизация. And I think that we are all paralyzed by a lack of national policies and initiatives, and that doesn't just apply to this country. I think it applies to every country in the world. Я бы даже сказала, что мы немного парализованы тем, что у нас отсутствуют какие-либо национальные политика или инициативы. И это происходит не только в одной стране, это не происходит не только в Штатах или в России, это происходит по всему миру. So the World Health Organization defines sexual health as the integration of the physical, emotional, intellectual, and social aspects of sexual well-being in ways that are positively enriching and that enhance personality, communication, and love. Всемирная организация здравоохранения предоставляет такое определение сексуальному здоровью. Что же такое сексуальное здоровье? Сексуальное здоровье – это интеграция физических, эмоциональных, интеллектуальных и социальных аспектов сексуального бытия и жизни, которые положительно обогащают личность, общение и любовь. So we're talking about general well-being. Так что мы просто, в принципе, говорим о благополучии. Not merely the absence of infection, disease, dysfunction, or infirmity. То есть мы не просто говорим про отсутствие инфекций, болезней, дисфункций или каких-то слабостей. So good sexual health means making sure you have the knowledge, skills, and ability to make informed sexual choices and act responsibly to protect your health and the health of others. Соответственно, хорошее сексуальное здоровье означает, что у вас есть знания, навыки и способность делать осознанный сексуальный выбор и действовать ответственно, чтобы защитить свое здоровье и здоровье других людей. And rarely do those statements reflect the lives of people with disabilities. И вот если посмотреть на эти определения, в принципе, это достаточно редко отражает жизнь людей с интеллектуальными нарушениями. Now, I wanted to put a sort of more medical and physiologic aspect to this for you. Но я для вас, для этой презентации, решил, что буду говорить с более медицинской, физиологической точки зрения об этой теме. And it's a very complicated topic. И это очень сложная тема, which we could spend days on. И мы могли бы днями про нее говорить. So I picked one aspect of the hormonal issues of sex. Так что я решил, что я в своей презентации расскажу только про один аспект, который связан с гормонами, который связан с сексуальными реакциями. So I picked oxytocin. Так что я выбрал окситоцин. Okay. And the reason I picked this is because it has so much to do with intimacy. И почему я решил поговорить про окситоцин? Я выбрал именно этот гормон, потому что он очень связан с сексуальными реакциями. So one of the pieces of information about this that I find just fascinating. И на самом деле некоторые из этой информации, некоторые темы, которые мы сейчас будем говорить, мне они кажутся очень интересными. If you pat your dog,
Вот, например, есть исследование, что если вы погладите свою собаку, for 5 minutes, 5 минут будете гладить свою собаку, okay, not only does your oxytocin level go up, тогда не только уровень окситоцина у вас поднимется, so does your dog. но также и у вашей собаки. Correct. So the point is, this hormone is not just related to sex. It's related to milk letdown for breastfeeding. It's related to uterine contraction during delivery. И да, это действительно важно сказать, что, в принципе, выделение этого гормона связано не только с сексуальностью, а также с любой близостью. Соответственно, он выделяется при вскармливании, грудном вскармливании, при других физических процессах, физиологических процессах. And the word is a Greek phrase for quick or swift birth, but obviously it has much wider implications than that. И вообще само слово, оно приходит из греческого и означает быстрое и скорое рождение. Но на самом деле, естественно, у него больше применения у этого гормона есть, чем только помощь в сокращении матки и быстрых родов. And it's released during intimacy and touching. И этот гормон высвобождается во время близости и прикосновений. Okay. And it increases feelings of trust and attachment. И он увеличивает чувство доверия и привязанности. And not just sexual attachment, this is relationship attachment. И не только привязанности сексуальной, а в принципе привязанности близких отношений. So, I put up a slide of the pituitary gland, which is where oxytocin comes from. May I take that? И вот сейчас на слайд, я сделал слайд, на котором представлено анатомическое строение гипофиза, где, собственно, вырабатывается окситоцин. So, this is the brain. Ну вот там он показывает, где мозг находится. The pituitary gland sits underneath the brain here. И, соответственно, гипофиз вот там вот внизу под мозгом. And it has a lot to do with hormonal control. И он отвечает за контроль гормонов. Controls our salt metabolism, controls our cortisol. Контролирует выделение кортизола, контролирует также солевой баланс. Many aspects of sexuality, but oxytocin is released from the posterior pituitary into our blood under the sort of circumstances. И оно отвечает, у него есть много функций, и вот именно окситоцин вырабатывается вот в этой части и выпускается в вены, в кровь, в кровоснабжение. So it's a very physiologic response. This is part of our body's chemistry. It's unavoidable. То есть это очень физиологическая реакция, ее нельзя избежать. Это то, что происходит на физиологическом уровне. This is the way we're made, and I think for very good reasons. И это то, как мы созданы, как работает наш организм. Мне кажется, что, наверняка по хорошим причинам так работает организм. Yeah, sure. Okay. So we just wanted to go over male sexual response. И сейчас поговорим немножко про мужскую сексуальную реакцию. And this is controlled by our autonomic nervous system. И это контролируется нашей вегетативной нервной системой. And there are two parts, parasympathetic and sympathetic. И она разделяется на две части, на парасимпатическую и на симпатическую. And those nervous systems are responsible for these automatic reactions of erection and emission, and there's 4 phases to male sexual response. И эти парасимпатические и симпатические отделы вегетативной нервной системы, они отвечают за сексуальные реакции, такие как эрекция, семяизвержение, а также за мужскую сексуальную реакцию, которая за все 4 стадии мужской сексуальной реакции. And unlike women, men have a refractory period after orgasm. И в отличие от женщин, у мужчин есть 4-я стадия сексуальной реакции, которая разрешение, и она происходит после оргазма. Next. But male reproductive anatomy, just to point out and make that this is just a medical, straightforward, anatomical issue. И вот здесь на слайде представлена мужская репродуктивная анатомия. Опять же, это очень медицинские все термины, все достаточно понятно. Наверняка многие уже видели такую схему.
Next. We'll skip over that, we're running out of time. And women have very much the same sexual phases except no refractory period. И можем посмотреть на этом слайде, женская сексуальная реакция проходит очень похоже на мужскую, единственное, нет последней четвертой стадии. Okay. What's the next one? And woman's reproductive anatomy, for anyone who doesn't know, I hope everyone does. Если вдруг кто-то не знает, вот так выглядит женская репродуктивная анатомия. Okay. Again, I just being just very straight about the anatomy and that this is a physiologic, anatomical business. И опять же хочу подчеркнуть, что мы говорим про физиологию, что это анатомические строения, это то, как работает организм человека. So, what about research studies in sexual health and disability? Do you want a break here? Okay, all right. But you want to ask questions? I was going to say, is this a good point to break? И, наверное, перед тем, как мы начнем говорить про исследования, которые были сделаны в этой области, мы сейчас ответим на несколько вопросов, пойдем на кофе-брейк и потом вернемся. Которых у вас, похоже, много. А то мы прям застряли, правда, на такой анатомической пока части разговора. Были вопросы и комментарии. Давайте. По предыдущей части можно вопрос? Проходит ли у вас обучение родителей, когда рождаются дети с особыми потребностями, что им надо как-то вот бороться со своими трудностями, справляться, да, и в дальнейшем помогать детям справиться со своей возможной проявляющейся сексуальностью? Да, да. I will give you some ideas about what's in the research for education for parents later so if you still have questions at the end, let us know. Но попозже мы вот поделимся, собственно, как раз материалами, которые в этой области существуют, которые родители могут использовать и которые показывают эффективное свое исследование. And again, I think part of the difficulty with this is that every situation is different, and so giving you exact instructions for every situation is virtually impossible. Но самая большая трудность, что все ситуации очень уникальные. И вот эти все универсальные советы, их трудно очень дать, потому что люди очень разные, и дети разные. Еще очень короткий вопрос. Скажите, пожалуйста, а есть ли на практике у вас примеры сексуальных отношений у людей с ментальными нарушениями? Может быть, есть такое чудо? Есть ли на практике у вас примеры сексуальных отношений между людьми с ментальными нарушениями? Нет. Вы имеете в виду аутизм или что? И аутизм, и умственная отсталость, вот такие вещи. Ну вот же свадьба была. Ага. Немножко, да. Но со сложными нарушениями. Вы, может быть, назовите словами, потому что не до конца понятно, что вы имеете в виду. Здесь я видела с умственной отсталостью, вот с тяжелой умственной отсталостью, допустим, вот так. Плюс аутизм. The movie clips we have of Monica and David with intellectual disabilities. Ну вот Моника и Дэвид, у них есть когнитивные нарушения у обоих. Although they may be более тяжелые нарушения, понимаете? Здесь как бы все равно интеллект присутствует. Есть более тяжелые нарушения. Меня вот эта проблема волнует. Как бы есть ли примеры? И может быть здесь, опять же, коллегам не до конца нашим понятно, потому что у нас меньше доступ к коммуникативным устройствам. То есть у нас, собственно, множество людей, оно просто считается глубоко умственно отсталым, потому что им никто не дал никаких коммуникативных устройств, и они просто не могут выразить свои желания. Да? То есть это скорее, может, даже не про сексуальность вопрос, а потом, как им ответить. Да?
In Slava, you probably know the resources in Russia better, but if there are particular resources that you think are really helpful for this population, I think that's very worth sharing. Ну, спрашивают, не знаю ли я каких-то ресурсов по-русски, которые могу с вами поделиться. Но вот, к сожалению, особенно не знаю, да, таких, чтобы вот о ребятах с тяжелыми коммуникативными и когнитивными нарушениями и сексуальностью. Вот, может быть, вы знаете, можете поделиться тоже с нами. One of the resources I will share is called the Circles curriculum. Вот я поделюсь одним из ресурсов, который называется. And that will be later, but it's developed for people with intellectual disabilities. И вот он специально создан для ребят с когнитивными нарушениями. And it's a color-coded system to understand the circle of relationships. И это вот круги отношений цветами разными показывают, кто в каком круге, что с ними по-разному можно делать. And kind of set specific rules about understanding, teaching somebody about what those relationships are and what's appropriate. И это вот как, собственно, учить молодых людей, что с кем можно делать, если вот он в разных отношениях с тобой находится. And this could be, I work at the University of New Mexico with the lady who developed this program. Я работала вот в университете Нью-Мексико с коллегой, которая программу разрабатывала. And I know it's been translated into some other languages, so I know she'd be very open to sharing it. И я знаю, что она на разные языки была переведена. И у нас были лекции в прошлом году, про это как раз был у секция целая, и Марша Степенски была, а потом была работа с подростками еще у Кинг. Так что, да, вы можете это найти. Yeah, it's already translated. Если можно, еще один вопрос. And I think competency, competency is an incredibly difficult issue because it has medical and legal aspects to it that pertain to each individual society and situation. And again, I feel for your concern about this. Ну и понятно, что все возможности экономические и помощь специалистов, и вот все ситуации, они очень различаются, и разные общества в этом смысле по-разному подходят к этому. And I think many people struggle with this problem. Ну и многие люди сталкиваются с похожими проблемами. Еще один вопрос, и будем перерыв, потому что надо нам... Хотела задать еще вопрос, продолжение к тому, что было задано. Похоже, что все страхи родителей и сложности обсуждения этой темы, они упираются, в общем-то, в одну проблему. Да? Кто будет брать ответственность, решать проблемы и риски, которые влекут за собой интимные отношения? Кто будет помогать родителям? Потому что в случае рождения ребенка, в случае заболевания, в случае каких-то неприятностей, все ложится в основном на их плечи. Кто те люди, которые будут сопровождать и помогать, когда родителей не станет? Понятно, что каждое общество, видимо, решает это как может. Вот каким образом это устроено у вас? Если вы настраиваете ребят на то, что такие отношения возможны, ибо каждое право, оно несет определенную ответственность, что если они реализуют свои права, да, какая степень ответственности возлагается на них, какая степень ответственности на родителей, на сопровождающих, и кто эти люди, которые помогают им реализовать это право достойным образом. Ну, это скорее был комментарий. Вопрос, да? Давайте тогда. It was more like a comment. Okay. You know, everybody has to take responsibility, including the medical professionals. Вообще-то все должны нести ответственность, и медицинские работники. And I think we would suggest that information is better than ignorance. И мы-то вообще должны сказать, что информация лучше, чем игнорирование. Информирование лучше, чем игнорирование. And while there are no guarantees, и гарантий, конечно, никаких нет. It's more likely that things will turn out well with information. Но больше шансов, что лучше все будет, если будет еще информирование. And so that
pregnancy, infectious diseases, Что не случатся whatever, беременности нежелательные или заболевания половым путем передающиеся. can be prevented as appropriate. И мы их сможем подобающим образом предотвратить. Да, давайте все, перерыв, и встречаемся в половину здесь снова. Пройдем по всем слайдам, которые у нас есть, и дальше будем отвечать на вопросы. Окей, давайте пошли дальше. We lost a lot of audience. Okay. Well, thank you for sticking with us. Спасибо, что пришли и вернулись после кофе-брейка. With this really difficult topic, we know we have too much, so we're going to skip over things. If you want to ask us questions at the end, that's great. И мы знаем, что вообще очень много материалов есть на эту тему, и у нас не так много времени, так что некоторые слайды мы будем пропускать, но мы будем здесь после секции, так что, пожалуйста, задавайте в конце вопросы. And we're going to try to shorten things up so that there's more time for questions. Так что мы постараемся побыстрее рассказать свою презентацию, чтобы потом было время на вопросы. So, some of the best studies actually come from Ireland, funnily enough. И вот удивительно достаточно, но одни из самых лучших исследований в этой области, они были проведены в Ирландии. And these are references to some studies from Ireland that I found very helpful in preparing this talk. И вот здесь вот есть некоторые ссылки на те исследования, которые были проведены в Ирландии, которые, мне кажется, очень информативные, полезные, и я использовала их для подготовки этой презентации. And I'm not going to refer to specific studies in the interest of time, but give you highlights. И я не буду вдаваться слишком много подробностей о каждом исследовании, так что просто дам вам такой summary, итоги, какие-то самые главные результаты. So what the studies tell us is that individuals have poor knowledge, partial, inconsistent, and often downright wrong. И вот что нам показывает исследование, что у людей, в принципе, достаточно плохое понимание, у них нету целостных знаний об этой теме, либо они дезинформированы. Regarding sexual health issues. Когда мы говорим про проблемы с сексуальным здоровьем. Men have less knowledge than women. Также говорят исследования, что у мужчин еще меньше знаний, чем у женщин. And almost no knowledge regarding female sexuality, including menstruation. А также у мужчин почти вообще нет никаких знаний о женской сексуальности и о менструации. They have very consistently poor knowledge about masturbation. А также исследования показывают, что последовательно очень низкий уровень знаний существует о мастурбации. And there are often very conservative attitudes to many aspects of sexuality that get explored with this. А также очень консервативное отношение ко многим исследуемым аспектам сексуальности. So the Irish Health South system had several recommendations, including, just to cut it short, programs of training for staff, programs of training for service users delivered both within and outside care settings. И, в общем, результаты этих исследований и главные выводы, которые сделаны в этих исследованиях, которых я предоставил, они в основном рекомендуют создавать программы информирования как и людей с нарушениями развития, так и медицинских работников и психологов. And programs need to ensure that staff working within specific sexual health services are aware of the needs of people with intellectual disabilities. А также необходимо создавать программы тренинга для тех людей, которые работают в области сексуального здоровья, для того, чтобы они знали, каким образом предоставлять медицинские услуги для людей с нарушениями развития. And there needs to be evaluation of the frameworks to evaluate the work and allow for sharing of the learning. А также необходимо обязательно проводить оценку того, какая работа происходит, какие программы делаются, и необходимо делиться знаниями. And as far as I can discover, this is a worldwide problem. И насколько я знаю, это вообще в принципе мировая проблема, это не только одна страна какая-то.
So there are some sexual health topics, sexual touch, what is appropriate touch? Yeah. Okay, thank you. So what is sexual touch? What is normal touch? В общем, есть некоторые темы, некоторые вопросы сексуального здоровья. И первая тема — это что такое сексуальное прикосновение и что такое обычное прикосновение. Right. What are appropriate intimate behaviors, including intercourse? Какие поведения существуют интимные, а также области полового акта. Masturbation we've talked about. Мастурбация, уже говорили про это. What sort of erotic material do people get exposed to? Какие эротические материалы, в принципе, существуют, и какие из них можно употреблять, какие нет? And one of the things that really worries me is that people with disabilities do not get the same health care. They don't get the same testicular exams, the same breast exams, the same cervical screening. И вот что, например, меня очень сильно волнует, это то, что люди с нарушениями развития очень редко получают такие же медицинские услуги, как люди, которые с типично развивающимся развитием, и у них нет такого же доступа к, например, гинекологам, либо у них нет скрининга на возможные проблемы с раком простаты, либо молочной железы или шейки матки. And what about the life stages of puberty? Menstruation, menopause, contraception, safe sex practices. Some of these things I think we've been addressing this afternoon already. А также в эту тему входят вопросы о половом созревании, о разных жизненных этапах, через которые проходит развитие человек, и некоторые темы, которые мы уже говорили, про менструацию, безопасный секс и контрацепцию. So, the things I'm just going to touch on are breast health, cervical screening, and men's sexual health. И вот сейчас мы очень быстренько пройдем через вот эти три темы: здоровье молочной железы, скрининг шейки матки и мужское сексуальное здоровье. So, breast awareness within the intellectual disability arena, it's been shown by Shobin and Kirby that screening was much lower compared to the general population. Ну и, в общем, что показывает исследование? Что информированность о важности обследования молочных желез среди людей с нарушениями развития, оно гораздо ниже, и уровень проведения, частота проведения скрининга намного ниже, чем среди населения в целом. So nurses and other caregivers need to be very aware about ongoing education on breast awareness. Соответственно, необходимо обучать специалистов, медсестер, врачей о том, как работать с людьми с когнитивными нарушениями. And Truesdale and Kennedy in a UK study in 2009 looked at breast cancer awareness amongst women with intellectual disabilities. И вот было проведено исследование в 2009 году в Великобритании про то, насколько люди информированы про возможность рака груди у людей с умственной отсталостью. And awareness was much lower than the general population. И они выявили, что информированность была гораздо ниже, чем среди общего населения. And although those who did receive breast care had positive experiences, they described negative feelings of fear and anxiety due to lack of understanding about the process. А также их исследование выяснило, что несмотря на то, что женщины, как правило, имели положительный опыт, если у них проводили какие-либо, если им проводили скрининг на рак молочной железы, при этом у них все равно было негативное чувство страха и тревожности, потому что они не до конца понимали, им не до конца объясняли процесс, через который они проходят. Missing. Yeah, we must. Well, let's skip over it. So we feel all women, with the recommendations that all women should receive the same services as their non-disabled peers. Obtaining informed consent and ensuring understanding of the procedures requires considerable time and support. Ну, в общем, какие, собственно, рекомендации у этих исследований? Во-первых, мы считаем, что все женщины должны получать те же услуги, что их сверстницы, без нарушений. And
even when women understand what is expected in terms of good breast health, they may not have the physical ability, the manual dexterity, to detect fine changes. И даже если женщины понимают, что ожидается с точки зрения хорошего здоровья молочной железы, у них может не быть физической способности обнаруживать мелкие изменения. Например, если у них проблемы с мелкой моторикой, они не могут сами делать себе обследование. Okay, moving on to cervical screening. А теперь будем говорить про скрининг шейки матки. Only 13% of women in this UK study had had cervical smear tests in the prior 5 years. Например, вот это исследование из Великобритании, где было написано, что только 13% женщин за последние 5 лет проходили анализы на рак шейки матки. Another study showed that 8% of women with intellectual disability had screens, as opposed to 85% of those without disabilities. А вот еще одно исследование показало, что, например, вот у женщин с когнитивными нарушениями только 8% таких женщин получали скрининг, а у женщин без нарушений 85% в принципе были направлены на мазок и проводили его. An Australian study that explored women's experiences of smear tests. The overwhelming majority had negative experiences where they felt undermined as women. А также было исследование, которое было проведено в Австралии, и там изучался опыт женщин после забора мазка, и подавляющее большинство женщин с когнитивными нарушениями потом говорило, что у них был негативный опыт, и они чувствовали почти, что это выглядело почти как насилие над ними. And women's previous sexual experience is very important and often not taken into account. So people have to be, care providers have to be very sensitive about how they go about this. А также исследование показывает, что предыдущий сексуальный опыт женщин чрезвычайно важен и часто не учитывается теми, кто предоставляет медицинские услуги, и нужно быть гораздо более чувствительным к тому, через что, возможно, до этого проходила женщина. For men's health, there is a tremendous lack of research. The research that there is indicates many men with intellectual disabilities engage in sexual activities that leave them vulnerable to sexually transmitted infection. Если мы говорим про здоровье мужчин, сексуальное здоровье мужчин, во-первых, опять же, огромный недостаток исследований в области здоровья, мужского здоровья, а также исследования показывают, что многие мужчины с когнитивными нарушениями сексуально активны, но при этом они вступают в контакты, в которых они достаточно уязвимы для инфекций, которые передаются половым путем. And young men are particularly likely to be deprived of sexual and reproductive information. А также молодые люди с нарушениями, с когнитивными нарушениями очень часто лишены сексуальной и репродуктивной информации. And that's probably related to the fact that many of them are cared for by women, either their mothers or female staff. А также это часто связано с тем, что очень часто обычно о мужчинах с когнитивными нарушениями заботятся женщины. And that makes it harder for them to receive accurate information from another man. То есть, например, это может быть их мама или персонал женского пола, медсестра, и это затрудняет получение точной информации от другого мужчины. So the common themes surround accessibility, flexibility, staff with appropriate skills and training, and providing information in a variety of formats. Ну и, в принципе, общие темы, которые описываются в исследованиях, это доступность информации, гибкость, а также знание, отсутствие сотрудников, которые обладают необходимыми навыками и профессиональной подготовкой, и отсутствие информации, которая была бы доступна в разных форматах. And I think Meribet alluded to this before, but you have to provide information in appropriate formats. For some it'll be writing, for some it'll be pictures, for some it'll be a video. It's going to vary from person to person. И как Мерибет уже говорила, необходимо иметь информацию, предоставлять информацию именно в том формате, который будет понятен для человека. То есть для кого-то это будет написанный текст, для кого-то это будут картинки. То есть это будет зависеть от одного человека к другому, зависимо от его нарушений в развитии.
And I think most authors feel there's an increased risk of sexually transmitted infection and unplanned pregnancies if appropriate education is not provided. А также многие исследователи приходят к выводу, что что у людей повышен риск получения инфекций, передающихся половым путем или незапланированной беременности, если они не получают необходимого образования. So I think the takeaway points are. И мне кажется, вот что необходимо понимать, что какие главные итоги. Gynecologic contraceptive care. Gynecologic or. Not really. Because the fact finding is easy to understand. Oh, here's this one. Yeah, this one. Oh, okay. So, gynecologic and contraceptive information. Ну, в общем, на какие вещи нужно обратить внимание с медицинской точки зрения? Во-первых, гинекологические вопросы, контрацепция. Consideration of potential for childbearing. Необходимо также подумать о рассмотрении возможности беременности и деторождения. Mechanisms of the situation, intercourse itself. А также механизмы и вообще какие двигательные нарушения, какие есть возможности, что возможно. And obviously it's not necessary for all relationships to lead to pregnancy. А также нужно понимать, что, возможно, не обязательно для всех отношений приводить к беременности. We have to talk to children as they grow up as an ongoing process. It's not a one-time deal. А также нам нужно продолжать говорить с детьми. Это не то, что можно один раз поговорить. Это нужно делать на протяжении всего взросления ребенка. And how to support sexuality in this population and others will vary from parent to parent and professional to professional. А также то, как говорить и как поддерживать такие разговоры, будет зависеть от одного человека, от одного родителя к другому родителю, от профессионала к профессионалу. То есть достаточно индивидуально. And all of us have to take into consideration the individual differences and disabilities of the population. А также мы, конечно же, должны принимать во внимание индивидуальные различия, а также разные различия в разных нарушениях в развитии. And obviously there's a sensitivity to values and religious beliefs. А также нужно быть чувствительным и чутко относиться к разным ценностям и религиозным убеждениям разных людей. And the other issue is that there are some rehab services that have teams that work on this and do feedback, do different ways of conveying the information, of teaching it to the staff across the board, everybody from the cleaner to the doctor. А также нужно понимать, что есть различные реабилитационные службы, в которых есть команды, которые смотрят на разные аспекты этого вопроса и по-разному проводят эту работу. And then, is this? No. Yes, this. Okay, so this is the American Academy of Pediatrics suggestions for following topics for children aged 5 to 8. Но вот эта вот Американская академия педиатрии, она предлагает следующие темы, которые стоит обсудить для детей, если дети в возрасте 5-8 лет. And obviously this applies to an American population. It may be different in other populations. И вот на самом деле это все-таки произведено в Америке, так что, возможно, оно культурально больше подходит к этой стране, но должно, по идее, распространяться. But even there's tremendous differences, and these are recommendations. You know, I don't think anybody thinks these are absolute. Естественно, нужно понимать, что это все-таки это не то, что вот это истина, самая главная правда, и есть вариации в том, какие темы в каких ситуациях соответствуют и какие не соответствуют. But there are things that we all sort of know, that masturbation should be in private, that we should have limits. Но есть какие-то общепринятые понятия, что, например, мастурбация должна проходить в частном пространстве. And we also want to be particularly sensitive about avoiding and or reporting sexual exploitation. И на чем нужно всегда, что является всегда очень важной темой, это нам нужно каким-то образом постараться избежать сексуальной эксплуатации и каким-то образом научить детей говорить, если кто-то им угрожает или если они думают, что над ними была произведена сексуальная эксплуатация.
Oh, and then this is for children 12 to 18, you're a little bit more advanced, a little bit more explicit. You're starting to introduce issues of how alcohol and drug use influence decision making. А потом уже вот это, соответственно, рекомендации, это предлагаемые темы для обсуждения с детьми 12-18 лет, и, соответственно, темы становятся уже более серьезными. Тут мы начинаем вводить такие вопросы, как каким образом алкоголь, например, влияет на принятие решений. And not only what are appropriate ways to express sexuality, but what other ways other than intercourse. А также здесь уже начинают объяснять, что, например, половой акт — это не единственный способ проявления сексуальности, и что, возможно, бывают другие варианты и способы. And also discussing issues of abuse, what are the signs, what to do to prevent, what to do if it's suspected. А также, опять же, говорят о теме насилия, что делать, чтобы этого не происходило, каким образом можно заметить, если это происходит, и что делать так, чтобы постараться его избежать. And I'm skipping over these just in interest of time because you can all read it. И я буду очень быстро по этому проходить, потому что у нас очень мало времени, но все эти слайды будут доступны на сайте. So an article from 2005 basically states as its conclusion, healthcare providers are urged to increase their awareness of this unmet need and to implement strategies that promote the physical, emotional, social and psychosexual independence of children, teenagers and young adults with disabilities. Но вот это заключение исследования, которое было произведено в 2005 году, и вот эта вот цитата на слайде, которая говорит, что поставщикам медицинских услуг настоятельно предлагается повысить осведомленность об этой неудовлетворенной потребности и реализовать стратегии, способствующие физической, эмоциональной, социальной и психосексуальной независимости детей, подростков и молодых людей с особыми потребностями. So, Meribet wants to introduce this part. So this is a video of D again. Sorry? This is a video of D again. Ну вот мы снова хотим вернуться к видео. And you can hear her saying that even in the US, the doctors didn't really know how to talk with her about this issue of sexuality. Вы услышите, что она скажет, что и в Штатах доктора тоже не знали, как с ней разговаривать о сексуальности. Okay, Misha. So as you got older, going to the doctor, what were your conversations with the doctor? How did they handle the topic of sexuality with you? They didn't really talk to me about it. They just freaked out. And so, wow, you're getting married. Let's give you something to calm you down so we can give you a checkup because of my spasms. They were even afraid to touch me. So they gave me something to calm me down. And they did the exam, put me on birth control. I think the first one I was on was a shot. I don't remember what it was called. And that was crazy. And then I changed to IUD. And that's working great. So far. So did you have to ask for those things, or were they forthcoming in giving you that information so you could choose which option to go? They recommended these because I wasn't good at taking pills. And did you guys make those decisions together? No, I think I just made it myself. It doesn't concern me. Why should I involve myself in the process? It's not my body still.
So I guess they made some decisions, they talked about it, they came to their own conclusion, but they obviously got very little guidance from their medical practitioners. Ну вот, пришли они к какому-то решению, какой-то этому следовал предыдущий процесс, но довольно мало было помощи от медицинских профессионалов. And that's actually very typical. That's actually Typical. Это очень типичная вообще ситуация такая. Okay. So, like everyone else, people with intellectual disabilities have sexual and reproductive health needs throughout their lives, which change over time, as with all the rest of us. Ну и как и у всех остальных, у людей с когнитивными нарушениями есть потребности в области сексуального и репродуктивного здоровья, и они разные в разные периоды жизни. And what's really different is how you provide those supports and services. И сильно может различаться то, как вы эту поддержку и услуги оказываете. And it's really probably never too early to address sexuality and give clear, factual and age-appropriate information. Ну и, наверное, нет такого возраста, когда было бы слишком рано говорить о сексуальности, только информация должна соответствовать возрасту. So we're going to address victimization because this is a population that is definitely more at risk for being victimized, especially if you have an intellectual disability or you have caretakers taking care of you. Ну и, соответственно, одна из самых больших опасностей – это, собственно, насилие и виктимизация, которые могут происходить в этой области. So I think what is frightening is that people with disabilities actually they're twice as likely to be sexually abused. Ну и вот что пугает, это то, что у людей с интеллектуальными нарушениями намного выше, в 2 раза выше риск стать жертвой сексуального насилия. And I think that's probably what makes you especially concerned if you are a parent of a child with a disability. И это тем более важно, если вы родитель такого ребенка. So let's talk about some of the education and support that you can give and that people in the community can also think about giving. И давайте подумаем, какого рода обучение мы можем проводить в нашем сообществе, чтобы этого не происходило. Okay, and I think that the more we don't talk about this, the more vulnerable this population is. Чем меньше мы об этом говорим, тем более уязвимыми становятся эти ребята. So we need to address the issues of sexual exploitation and unplanned pregnancies. Ну, мы, соответственно, должны подумать о сексуальной эксплуатации, о нежелательной беременности. From a medical perspective, we need to try to prevent sexually transmitted disease. И с точки зрения медицины ни в коем случае не должно произойти заражение заболеванием, передающимся половым путем. So even though there are human rights that say that people are allowed to be sexually active, we need to protect the health of these people. И понятно, что с точки зрения прав имеют они право на вот эту сексуальную жизнь, но при этом они должны быть еще и защищены. And I think it starts at home. So the people that were asking about their children, I commend you for even having these conversations at home. Ну и все это начинается дома, и дети, собственно, прежде всего должны этому учиться дома. And I think this is where you can start to develop some coping strategies. И вот это вот то место, где мы должны начинать выстраивать стратегии того, как справляться. And I think one of the important things when you're talking about sexuality is that when you're discussing sexuality, you're really only talking about the physical act being only 10% of this. То есть на самом деле главная ошибка заключается в том, что когда говорят про сексуальность, обсуждают сам половой акт, который на самом деле всего 10% всей сексуальности и составляет. What's really important is that we really have to address the social behavior around this. А что на самом деле важным-то является, это социальное поведение вокруг всего этого. What are appropriate sexual behaviors and who is it appropriate to be sexual with? И какие образцы сексуального поведения являются подобающими и с кем? And I think this is really challenging for people with intellectual disabilities, right? И это может быть реальной проблемой для людей с интеллектуальными нарушениями. But I think one of the things we have to keep in mind, this is a phrase that we have in the United States. Ну вот у нас есть такое выражение в Штатах. And it's called helicopter parenting. Ну это вот такой родитель-вертолет. And it's where we hover over our children. Это когда мы вот так вокруг летаем.
А как у нас это правильно перевести? Way too much. Курица на сетка, yeah. The mother is a chicken. I don't know. Yes, you have a similar phrase. Ну вот, да, у нас похожее. So I want you to listen to this clip of Monica and David's parents, their mothers, because you're going to see this overprotectiveness as a very natural part of parenting. Ну вот сейчас мы посмотрим кусочек видеозаписи с мамой Моники, и вы увидите, что вот эта защита — это очень такая обычная часть родительского отношения. And we all have this tendency, but when you have a child with a disability and you know no one else knows them as well as you, it's easy to protect too much. Ну вот, соответственно, если вы родитель ребенка с нарушениями, и, собственно, вы знаете, что кроме вас некому защищать, главное, чтобы вы не защищали чересчур. Good morning, Bear. But it's 9:30. You got to have breakfast, so let's get going. Okay, what do you guys want? We've got. Okay, you know what we've got. As parents, we want people to look upon our children with special needs like anyone else. We want them to be treated with respect and with dignity and to not stare at them and whatever. And yet, because we want to protect them so much, we are typically the first ones who treat them poorly by subconsciously denying them their rights to have a normal life. Yeah. Let's get it ready. It's just been a very tough year. It's been a very, very, very tough year. We'll get there. I'm going back to my Sunday Herald, guys. Enjoy yourself. Thank you, madam. So, give me nice. Nice. So I think sometimes trying to find a balance in our parenting is really tricky. Иногда вот эта попытка найти баланс, она очень сложная. So here is some advice I think that could be helpful. Вот здесь есть некоторые советы, которые могут быть такими реально помогающими. And I think you've gotten the point that we need to talk to our kids early and often, so it's not a big deal. Ну и, собственно, чем раньше вы начнете с детьми и чаще об этом говорить, тем меньше будет сложностей. And especially for our children with intellectual disabilities, we need to keep it simple. И особенно, если мы думаем о детях с когнитивными нарушениями, должно быть просто. If we talk about it like it's not a big deal, если мы говорим об этом так, как будто бы в этом нет большой проблемы, then they probably will approach us more. Но больше они чаще будут нас спрашивать и обращаться с советом. Looking back, we probably should not have made as big a deal of it as we did, or my son wouldn't have run into the house to get his baby blanket. Ну, чтобы не было такой ситуации, как вот мой сын там убежал в слезах с одеялом своим, когда узнал об этом впервые. So it's really important, especially with people with intellectual disabilities, to use lots of different modes of teaching. Ну и, соответственно, для людей с когнитивными нарушениями нам нужно использовать разные способы обучения, разные пути обучения. So you could use visual or auditory. Ну и зрительно представленные, и на слух объяснять. You could bring in a trusted friend. Может быть, через друзей, которым они доверяют. You could have the doctor talk about it. Может, доктор, которому доверяют. So think about who your child would listen to. То есть надо подумать, кого ваш ребенок будет слушать. It doesn't always have to be you if you think the child will respond better to someone else, as long as you trust their opinion. Если вы думаете, что ребенок кого-то другого лучше послушает, почему нет? Go back to one second. And then also, I think exposing your children to different social situations is very important. И то, чтобы у детей был опыт общения в разных социальных ситуациях, это является очень важным. One of the community activities we have in Albuquerque is a social dance that happens every month for people with intellectual disabilities. У нас есть такие вот танцы
раз в месяц, которые устраиваются в нашем городе в Альбукерке для ребят с интеллектуальными нарушениями. And it gives young adults a chance to do what's socially appropriate and come together and have fun together. И вот у молодых взрослых есть возможность вместе собираться, ну вот как обычные люди, и, соответственно, веселиться вместе. And yes, there are romantic relationships that come from this, but it's a controlled иногда environment. возникают романтические отношения, как, в общем, у всех остальных. Okay. Also, we need to make sure and teach our children about the word no. И также мы должны знать, что у нашего ребенка есть слово «нет». We need to explain, and this curriculum is helpful to explain how much we allow intimacy. Ну и вот, например, это пособие помогает понять, какие объятия, ну, с кем обниматься, каким образом можно. And is this the one that was translated into Russian? И вот это то, что мы обсуждали на прошлых форумах, и вы это можете найти в интернете. Yeah. So it's really helpful because it's broken into colors. И смотрите, здесь зрительно представлено это в цветах. So you can see the person is purple. Ну вот, соответственно, у нас есть вот человек сам, он такой фиолетовенький. And then the family are the people that are closest to you. They're the blue. А вот семья, она такая голубого цвета. And close friendship is green. Близкие друзья зеленые. Acquaintances is yellow. А потом, соответственно, это те, кто подальше. The community is orange, and so on. А это люди, которые живут вокруг, ну вот в местном сообществе. А дальше у нас незнакомцы. So it's a very visual description of these circles and who you should allow very close to you. Это такое зрительное представление вот этих кругов и кому вы и что позволяете. No. And so by teaching this, we can teach people with intellectual disabilities about their own personal space and what's appropriate. Ну и, соответственно, мы учим человека с когнитивными нарушениями к собственному пространству и тому, что подобающим является. For example, we don't do long hugs with people in the yellow zone. Ну вот, например, не очень нужно обниматься вот с этими людьми, которые не являются близкими друзьями. Or we don't do social media with people in the orange zone. Или мы не даем свои контакты в Фейсбуке или в социальных медиа незнакомцам. And so we can teach what is appropriate touch and interaction with people of different circles. То есть какие подобающие прикосновения и что вообще мы делаем с людьми, которые в разной степени отношений с нами находятся. So there are also training programs, parent and caregiver training programs available. У нас есть некоторые доступные программы для обучения тех, кто, собственно, членов семьи или ухаживающих взрослых. Do you know of any in your community? У вас есть какие-то подобные программы? And if you don't have any, I encourage you to think about developing those. Если нет, вам надо развивать. Because who better to do it? Кому еще? So these are the types of things that will be important to put into a training program. То есть это вот то, что должно в учебной программе быть. What's the difference between intimacy and sexuality? Чем отличается близость от сексуальности? You know, sexual communication behavior and what's appropriate. Социально-коммуникативное поведение, что подобающим является. So those are things that would be helpful to put in. Все, что может быть помогающим. There's also, when we look at evidence-based practice and education for sexual and intimate relationships. Когда мы думаем о практиках, основанных на доказательствах в области сексуальности и просвещения о близости. One of the most difficult things is really making these resources available for people with individual needs. Вот как сделать эти ресурсы доступными для людей со специальными потребностями?
So, but I think that the most important thing is to know those individual differences. То есть одна из важных вещей — это понимать разницу. And really Различия target между the людьми. education to those individuals. И думать, каким образом мы будем вот конкретного человека учить. So when I teach my students about, my doctoral students about working with children with intellectual disabilities, Когда я учу докторантов тому, как работать с людьми с интеллектуальными нарушениями, уже не студентов, а тех, кто защищается, there's very strong evidence of what works to teach people with intellectual disabilities. а у нас есть серьезные исследования, которые говорят нам о том, что именно работает для людей с интеллектуальными нарушениями. One is that we need to use different methods and modes to teach. И вот один из выводов — это то, что мы должны использовать разные модальности обучения. So if a person can listen and touch and try things, it's better. И послушать, и увидеть, и потрогать. And also, we need a lot of repetition. И также нам нужно много повторений. You know, typically people can hear things a few times and get it, but people with intellectual disabilities need a lot of repetition. То есть обычно, несколько раз вам надо услышать, чтобы усвоить, а для человека с когнитивными нарушениями это намного раз больше нужно услышать. And it needs to be done in the context of where that person lives И and это надо functions. делать там, где, собственно, этот человек живет, в том контексте. And we know this about people with intellectual disabilities and autism, that it needs to be in the context where they live. Особенно для людей с когнитивными нарушениями и аутизмом, в том контексте, где они живут. So their UNESCO is the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Значит, вот у нас есть специальное подразделение Организации Объединенных Наций, которое занимается вопросами образования, науки и культуры. And they actually provide resources for you to learn how to be educators in this field. Вы как раз там можете найти советы и материалы по тому, как заниматься обучением в этой области. And health educators as well. So is sexuality discussed in health education in Russia? Вот сексуальность обсуждается and by health education you mean because the term health education, you mean in medical students? Or? No, I mean in like elementary, mid, high school. В начальной, средней школе во время вот каких-то уроков ОБЖ обсуждают сексуальность? No, it's not. Да или нет? Просто разные люди показали разный знак. Some people said no, some people said yes, of course. Okay. Yes, of course. Good. Ну, мы просто хотели да или нет, да? Ага. But the children are always not visiting the school for children with disabilities, Right. so they are missing. Да, спасибо за комментарий, важно, да. Mm-hmm. Ага. So then thinking about, when I work with the Tula team about about multidisciplinary approaches for children with motor disabilities. Ну вот у нас есть проект в Туле, который связан с детьми с множественными нарушениями. Slava has been very clear to say, teach the evidence-based practices and what you do in Albuquerque. Ну вот я все время и повторяю, давай только практики, основанные на доказательствах, и то же самое, чему ты учишь в Америке, в Альбукерке. And let the people in Tula figure out how to make it happen. А уж это дело людей в Туле решить, как они это применяют. And so I challenge you with the same. То есть проблемы-то те же самые. How can we provide this health education to our children in your culture? То есть у нас, собственно, вопросы те же самые. Как мы можем применить вот эти вещи, которые мы знаем об образовании в области сексуальности в нашем сообществе местном? Mm-hmm. So we also need to be very. Is this the same one? No, next. Okay. So this is our Tula team. Ну вот это как раз команда, с которой мы работаем в Тульской психоневрологической реабилитационной клинике. But I think we need to approach it as a medical team, as all the professionals on the same page about this. Ну и, соответственно, нам нужно думать, как мы учим медицинских специалистов, так же, как и всех остальных специалистов, которые в этой области работают.
In the U.S., we believe we have a law that protects all children, that they can go to school and get a free and appropriate education. Ну, в Штатах у нас есть закон, по которому каждый ребенок должен быть в школе, вне зависимости от своих нарушений, и это его право там находиться. So and it's also a law to provide health education within the schools. И также, соответственно, закон заставляет применять вот это вот образование о здоровье и благополучии в школе обязательно. And we don't discuss morality, religious beliefs, or anything. Запрещено обсуждать моральность и религию. But it's so important to talk about the health aspects. А вот о здоровье и аспектах здравоохранения мы должны, это важно. Because we need to protect our children. Потому что нам надо защищать наших детей. So I think, to summarize, everyone needs to advocate for our kids. То есть, на самом деле, если мы попробуем как-то суммировать, все должны заниматься защитой наших детей. Obviously, you are the best teachers and you will model the behavior for your children. Вы самые главные учителя и модели для поведения ваших детей. Super important to let them develop relationships that are positive. Очень важно помогать им развивать отношения, которые являются позитивными. And also we need to raise awareness of this issue. И также нам надо повышать осведомленность в этой области. If you have parent support groups, talk about this issue. Если у вас есть группы родительской взаимоподдержки, обсуждайте в них это. Work with your government and with the medical professionals to talk about this. Работайте на уровне местного правительства, с вашими медицинскими профессионалами, чтобы это можно было как-то обсуждать. Use some of these quality of life assessments to gather data in your own culture. Ну вот те методы оценки качества жизни, которые вот мы вам показывали, используйтесь для того, чтобы посмотреть, как это выглядит в вашем местном сообществе. Know that everybody does have human rights, and we work to protect those legally. И у нас у всех есть права человека, и мы их должны защищать по закону. But we also need to provide the protection of our children medically. Но также мы должны защищать наших детей с точки зрения медицинской. And that gets to be a tricky issue. И это такой вот сложный вопрос. Talking about this over break. И мы об этом уже много говорили. About yes, a child has a right to have intimacy and sexuality. Да, у ребенка есть право на сексуальность и интимность. But it's a very gray area of when do we make decisions for them to protect them not from pregnancy and sexually transmitted diseases. Но вот это вот не черное и белое. Тут между черным и белым такая большая серая область, в которой мы в какой-то момент можем делать решение о том, как защитить ребенка от заболеваний, передающихся половым путем и нежелательных беременностей. But hiding and not talking about it won't solve any problems. Но если замалчивать и скрывать, проблемы никакие не решатся. So let's be the one to develop educational materials. То есть давайте развивать образовательные материалы. And really talk to our medical community about dealing with this issue. И обсуждать с нашим медицинским сообществом, что мы должны и как делать. So we do have some resources for you. У нас есть некоторые ресурсы для вас. I know Monica and David will be in English, but it's a wonderful video that discusses how to support people with intellectual disabilities to have relationships. And it might be translated, yeah. Мы не уверены точно, есть ли перевод Моники и Дэвида на YouTube по-русски, но есть, да? Да. Good. I also like the managing puberty, social challenges, and almost everything. Ну и, соответственно, есть вот еще такая штука, мы ее упоминали, как справляться с половым созреванием, социальными сложностями практически всем остальным. And this is particularly good for children with autism. И вот это вот специально для детей с аутизмом хорошо. There are also some magazines that promote sexuality and disability. Вот есть специализированные журналы, которые пишут о инвалидности и сексуальности. And there are some websites that are available too to give you resources. Ну и также у нас есть доступные веб-сайты. This advocate is a woman who had a spinal cord injury, and she does a lot of public speaking and
and publishes a lot of articles on this topic. This one, Christine. Yeah. Кристина вот внизу, она много публикуется и очень много полезных статей, которые вы можете найти. Там у нее у самой повреждение позвоночника, спинного мозга. So I think if we look at it as a whole, look at the whole person, that this is just as important as any other aspect, intellectual, physical health. И масса там разных важных аспектов, и когнитивных, и intellectual, spiritual health, looking at the whole духовное person. Здоровье, и вот все, много-много разных аспектов. And if we just realize this is a part of who a whole person is, I think it helps put things in perspective. Ну и вот понимание того, что это все части важные человека, оно поможет вам найти правильную перспективу. So we know you've had lots of questions and Мы some знаем, что у вас very масса вопросов, и мы специально для этого оставили время. and some very valid concerns. So И у вас есть такие вполне важные, секунду, сейчас мы, важные в этом смысле вопросы и пожелания. Первый вопрос, который был еще у нас с перерыва, можно ли этой работой заниматься в группе? absolutely, you can do teaching in a group setting. Да, можно в группах учить ребят тоже. And again, I think it's just important to know if the child, know the individual capabilities and needs of the child. Ну и опять же это зависит только от индивидуальных способностей каждого ребенка и его особенностей. We have group homes in United States. Ну вот у нас остаются дома группового проживания в Соединенных Штатах. And this is a topic that can be taught to a whole group home. И на самом деле это тема, которая будет учиться там ребята всего группового дома этого. And also training for professionals who work with these people is incredibly А important. также будет очень важным подготовить тех сотрудников, которые работают с этими ребятами. Because part of it is developing behavioral programs for appropriate sexual behavior. Потому что часть из этого это подготовка, собственно, тому, как работать с сексуализированным поведением. I can address that because it's more like a behavior. Ага. Ну вот также был у нас вопрос во время перерыва, если у человека с серьезными когнитивными нарушениями возникают какие-то сексуальные движения в сторону родителя или какие-то, в общем, действия сексуализированного характера. И здесь мы на самом деле переходим скорее в другую область. Это не столько вопрос, похоже, сексуальности, сколько вопрос управления поведением, установления границ. И у нас были два прекрасных выступления Нейтана Кола, который как раз занимается поведенческими нарушениями. Одно из них было сегодня на пленарном, а вчера было во время секции, и оно будет доступно на YouTube. Посмотрите, пожалуйста, вот если это для вас важно. Потому что, собственно, здесь проблема-то не в том, то есть если появляется в неподобающих ситуациях и не к тем людям сексуализированное поведение, это не потому, что у человека интеллектуальные нарушения. Это потому, что мы каким-то образом не смогли установить правила и донести до него, как он в разных ситуациях должен себя вести. Потому что, собственно, это в какой-то степени наша ответственность начать учить этому раньше, и в том числе и знать, каким образом мы регулируем поведение, подкрепляем и так далее. Давайте теперь ваш вопрос. Еще раз здравствуйте. Я специалист, работаю с детьми с расстройством аутистического спектра. И у нас есть высокофункциональные дети, которые понимают свои особенности, понимают социальные границы, но при этом не до конца могут их принимать, поскольку боятся то, что эти социальные границы, то, что, например, нельзя трогать, например, мальчику нельзя дотрагиваться до девочки в определенных ситуациях, будет распространено на всю жизнь. И когда мы разговаривали с мамой этого ребенка о том, что нужно ему объяснить вопросы сексуальности,
Мама сказала то, что нет, ему это не нужно знать, то, что он никогда ни с кем не будет взаимодействовать в таком плане. И вот у нас вопрос возник, как можно пояснить родителям, помочь маме принять ситуацию, то, что это необходимо, и то, что это очень важно. Ну и, собственно, вопрос такой, то есть мама понимает всю сексуальность очень буквально, половым актом, потому что он уже взаимодействует, да? То есть она говорит, он никогда не будет, хотя он, по сути, уже дотрагивается, уже что-то делает. То есть, может быть, вот маме помочь расширить. Моя бы идея была расширить вообще понимание близости и всего остального. Yeah, if you remember when I talked about that 90% of intimacy is sexual or is non-sexual. So a lot of it. Если вы помните, я говорил, 90% близости, оно вообще не имеет к сексу никакого отношения. And a lot of it is teaching appropriate behaviors. И во многом это как раз обучение подобающему поведению. I think some of that comes out of fear. Частично это страх. And sometimes I think asking questions and getting the parents to talk. А иногда вот задавая вопросы и позволяя родителям говорить. And then reflecting back what you're hearing. А потом как бы вот рефлексируя назад то, что вы услышали. Can sometimes is often more effective than just telling them what they should do. Бывает гораздо более эффективным, нежели просто вот прямое указание, что они должны делать. I think oftentimes people have their own answers. Часто у людей уже есть какой-то в голове свой ответ. And if you tell them what to do, they'll meet with resistance. Если вы им прямо начнете говорить, что они должны сделать, они начнут вам сопротивляться. So if you tell her you need to talk to him about this. То есть если вы говорите, вам надо с ним поговорить. She will probably not like to hear that. Ей, пожалуй, это не понравится. But if you ask her questions like, why do you say that? Но если вы ее спросите, а почему вы так думаете? What are you concerned about? Что вас беспокоит? You may get to more what the root of her fear is. Вы можете попробовать найти корни вот этого страха, который есть. And you may be able to address that in a way that isn't directly related to sexual intercourse. Может быть, поможет как-то вот к этому подойти с другой точки зрения, не только с точки зрения примитивной сексуальности. I've also found a couple of phrases, well, research has shown a couple of phrases be very helpful. Ну вот исследования показывают, что пару таких фраз вот очень помогают. One is if you say research shows. Одно говорит, исследования показали. Or other parents have found. Или если вы говорите, у другие родители для себя нашли вот. That's a very non-threatening way of giving advice that isn't you giving advice. Это как бы вот другой способ выдачи совета, не такой вот как бы вы просто рассказываете. And I think in many of these circumstances, you're actually treating, if treating is the right word, more than one person. You're treating a situation. И на самом деле вы в данной ситуации как бы адресуете не одному этому человеку, вы адресуете всей ситуации целиком. А мне очень хочется прокомментировать, на самом деле, просто я вот когда смотрю на тезисы, где написано там, ментальные нарушения, там умственно отсталые мужчины и так далее, на самом деле там женщины, да, и так далее. Мне прям хочется сказать, что если это убрать все, то для нашего государства это очень подходит. Для любого, на самом деле, практически человека, потому что вот особенно, да, там, например, про женское здоровье, 5% с ментальным нарушением прошли обследование шейки матки, да, а 85 нормативных женщин, как бы, да, обычных, да, они 85%, да, а у нас, если взять, да, у нас, мне кажется, 5% и не наберется, да, и также про все остальные аспекты, вот мне очень хочется это прокомментировать. Поскольку это такой культурально-сензитивный комментарий, я начну, потом... Я просто хочу сказать, что, наверное, поэтому мы вот приглашаем, в том числе коллег, нам рассказывать, да. And I will add that we have populations, certainly in New Mexico, where Meribet and I live, that have very little health care. Ну, у нас штат Нью Мексико, он же второй снизу, то есть беднее только штат Миссисипи есть. И у нас есть вот целые группы населения, у которых нет доступа к услугам здравоохранения.
I see people who have strokes or die from uncontrolled hypertension, diabetes. Ну, то есть вот есть люди, которые умирают от инсульта, потому что им никто не лечил гипертонию, у них есть диабет, который никто не контролирует. The distribution of healthcare in the world is by no means even or fair. Но вот доступ к услугам здравоохранения в мире, он и несправедлив, и неравномерен. И в этом смысле нам иногда опыт Нью Мексико легче использовать, чем опыт Скандинавии. Да? Да, я просто вот предыдущий даже комментарий, что работа с родителями, она первичная про это, да, вот получается. А работа с родителями, она как будто бы первична все равно. То есть, получается, надо сначала с мамой про сексуальность работать, да, потом, чтобы она могла, наверное, с ребенком про это разговаривать. Ну, трудно сказать. Мне кажется, мы всех просто должны уважать. I think that's an excellent point. Yes. Да. Это вот Мерибет полностью с вами согласна. And I think it's important to point out the similarities that really people with disabilities, in a lot of ways, the healthcare issues are the same around this topic. Ну и на самом деле вот в этой области надо понимать, что потребности у людей с нарушениями одинаковые во всех разных частях мира и в разных местах. It's just that this population is probably more at risk of sexual exploitation. И еще эта как бы группа людей, она находится в очень серьезном риске сексуальной эксплуатации. And not really understanding the consequences И не понимает часто, что произойдет как бы в результате каких-то определенных действий. Я спрошу про секс. С физической точки зрения сексуальный контакт или половой акт, он необходим для здоровья. Я правильно понимаю? Что делать с людьми, которые в силу физических осложнений не могут произвести половой акт? Спасибо. Now we're getting into mechanics. Ну, сейчас мы к механическим вопросам перешли. And again, that's something that depends on the individual's situation. And это очень зависит от индивидуальной ситуации. And there are specialists, and I'm not one of them. Есть вообще люди, которые профессионально только вот этим и занимаются. Я не вот такой специалист. Who work in those situations to help people to have intercourse. То есть, собственно, они будут работать с тем, чтобы половой акт состоялся. There are many paraplegics, for instance, пациенты с параплегией, who are able to get erections and function sexually, and it's a matter of finding the right erogenous zones for them. То есть и у них может быть эрекция, и могут они получать удовольствие, только нужно правильно находить вот эти эрогенные зоны. And providing the right circumstance, and those are often very individual, and it takes. Это, собственно, работа по тому, как найти правильные условия для того, чтобы это произошло. And it takes a lot of patience and time to очень много figure it out. терпения, времени и специальных знаний требует. Well, personally, no, I would not. Я спросила о том, что делать, например, с подростками. С физической точки зрения половой акт необходим, но если они в силу физических ограничений не могут это сделать, нужно ли это провоцировать? Is that true that intercourse is necessary for well-being, for the physical well-being of everyone? Not necessarily at all. Нет, вообще половой акт не является необходимой частью жизни, нет. То есть можно жить без него, и есть масса людей, которые живут, это их выбор. И мы никак не будем никого заставлять, Боже упаси. We will not force everyone to have. No. I hope. Нет, мы не будем никого заставлять и фасилитировать этот процесс. Это не по команде происходит, извините. I hope in quoting that study that people with disabilities who have sexual relations are happier
doesn't mean you have to have sexual intercourse to be happy. Ну вот то, что мы вам показали исследование, что счастье больше, когда есть интимные отношения, не значит, что мы всех должны осчастливить, их заставив вступить в интимные отношения. No, that will be sexual exploitation. Yes, I know plenty of people who have chosen the life, a celibate life. И мы знаем достаточно людей, которые выбрали жизнь, так, когда они не вступают в половые отношения. And the key is they have very emotionally intimate relationships. They have good friendships. И у них есть друзья хорошие, у них есть близкие отношения. That doesn't mean they're not as happy as me. Но это не значит, что они там, вот она счастливее их, потому что вот, да. But it's just, in general, the point of that study was that intimacy can improve, sexual intimacy can be very fulfilling for people. Но это просто вот исследования показывают, что сексуальная близость может быть очень важным фактором для многих людей. And I don't think it's up to us to either deprive or force people into any activity. И это вообще не наше дело кого-то ограничивать или заставлять вступать вот в какую-либо форму сексуальных отношений. But I think it is our duty to make it possible for those who wish to do so. Но это наша работа сделать возможным для тем, кто хочет это сделать. And I think within the context of your family and what your values are always most important. Ну и опять же мы находимся в контексте семьи, и ценности семьи — это вообще самое главное. Сначала там, да, извините. Да, это опять я. У меня короткий вопрос. У вас в презентации была замечательная фраза: быть чуткими к религиозным представлениям семьи, да, и к семейным ценностям. Если возникает такая ситуация, что подростку с ментальными нарушениями, он не может справиться со своим поведением без определенного сброса, а у родителей есть религиозное предубеждение к этому, они считают это греховным. И рекомендуя это, получается, я их толкаю на то, что они считают греховным. Как вы в своей работе это обходите? Вот работа с убеждениями религиозными. I think that's something where you may have to get back into, as Meribet suggested, why do you feel like that? You know, studies say, other parents have found. Почему вы так думаете, а действительно вот это вот имеет какую-то основу? Because there's going to be no direct way of dealing with that situation. You're going to В такой ситуации вы не можете, у вас нет никаких прямых способов влияния. And again, I think incredibly difficult. It's like life and death choices with patients who are critically ill. Но это так же, как в общем ситуации, когда вы работаете с людьми в терминальном состоянии. Никаких прямых, в общем, способов, советов ни один не поможет. And I think sometimes validating the parents and saying, I understand this is a really uncomfortable topic. Ну и как бы вот то, что вы признаете ценность того, что чувствуют родители, и говорите, да, я понимаю, что для вас это очень некомфортно. And I can understand why you don't want to promote that behavior in your home. И я понимаю, почему вы не хотите, чтобы вот такого типа поведения там случилось в вашем доме. But again, you could say many parents have found that this is a very common thing with children with disabilities. Но опять же, вы можете сказать, вот многие родители, Intellectual disabilities. они вот, собственно, говорят о том, что это, в общем, частое дело, и они вот таким образом справляются. Because sexuality is part of a whole person, part of a human need. Сексуальность — это часть каждого человека и человеческих потребностей. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как правильно и наиболее корректно объяснить подростку с расстройством аутистического спектра правила приват-тайма? Какое правило? Приват-тайм. Well, and again, I would ask, do you have some sort of schedule? Is this your child, for example? Это ваш ребенок, например. Ну, просто вот
Yes, Okay. mine, but also I'm working with the similar kids. Yes, so is there a schedule that the child То follows? есть первый вопрос будет, а есть какое-то расписание, которому он следует в течение дня? So I know from the research that having some private time for people is very important. То есть мы знаем из исследований, что частное время важным является для людей. And that there is time maybe to go to their bedroom with the door shut, that is just their time. Может, нам надо найти время, когда они могут находиться одни в спальне с закрытой дверью, если это действительно становится важным. And we respect that. И мы это уважаем. But knowing that that's the appropriate time for somebody to do whatever they want. Ну, и чтобы, допустим, если это действительно вот время, когда человеку хочется сделать что-то такое. Но As long as еще it's и, not something that's harmful. ну, Yeah. главное, чтобы это не было никак опасно. Yeah. Ну, а еще как бы нужно подумать, не является ли вот это просто временем, когда нечем заняться, и вам просто нужно подумать, как перестроить. То есть никогда не нужно одно простое решение, да? И мы иногда, ну вот у нас было несколько ситуаций, когда мы в летнем лагере видели массу жалоб сотрудников, что вдруг днем дети начинают старшего возраста, там, которые по 18, по 19 лет, и вдруг выясняется, что они 2 часа должны находиться в постели, потому что там дневной сон. И, собственно, что будет делать 17-18-летний человек, которого вы положили в кровать? Но у него просто выхода другого нет, любой, просто с нарушениями или без. Ну, и, соответственно, вот, а потом сотрудники обращаются к нам и говорят, нам нужна поведенческая поддержка, чтобы предотвратить мастурбацию в течение дневного сна. Может, его надо убрать и чем-то другим заняться, да? То есть, если это реальная потребность, то вот она должна быть реальной. Заранее можно планировать это, обсуждать и говорить. Да. У меня такой тяжелый, наверное, и затрагивающий какие-то глубинные страхи многих родителей вопрос. Если вы сталкиваетесь с тем, что ребенок с интеллектуальной недостаточностью все-таки пережил сексуальное насилие или какое-то развращающее поведение в его адрес, как объяснять ему, что произошло, и существуют ли какие-то протоколы психологической помощи в этом случае? Ну, я, соответственно, могу начать тоже, потому что коллеги, они все-таки из области реабилитации, не из области психотерапии. Подходы базово те же. То есть мы считаем, что человек может иметь те же трудности в психическом здоровье, что и любой из нас. То есть и депрессия, и тревожное расстройство, и посттравматическое расстройство. И они, в общем, одинаковые. То есть смысл того, что случается, одну секунду, он такой же. Но возникает вопрос, как донести, как обсуждать. И, собственно, там главное, чтобы тот человек, который знает, как работать с травмой, еще и знал, каким образом можно вступать в коммуникацию с человеком. И чтобы, опять же, вот эти вот вещи, которые уже случились, они не переоценивались, чтобы вот окружение, вот эта вот такая аккомодация, которая может произойти вокруг, она не привела к тому, что мы все, схватившись за голову, ходим, да. То есть на самом деле это та же терапия будет, если есть проявление. То есть понятно, что мы там проверим на инфекции человека, на нежелательную беременность. Это все, опять же, вот так же, как будет, ну, если случится, не дай бог, с любым типично развивающимся человеком. Плюс к этому психотерапия должна быть адаптирована на уровень понимания. Ну, только снижая абсолютно уровень коммуникации. Потому что если у вас есть полная развернутая фраза, значит, вы можете обсуждать. Если у вас есть односложные только слова, значит, вы можете спросить какие-то вещи. И учтите, что у вас появляется больше риска совершенно навести ваши собственные фантазии на человека, который просто не может вам вербально это подтвердить. Ага.
Хочу сказать большое спасибо Кристоферу и Мерибет за такой открытый и профессиональный разговор о теме сексуальности. Я работаю в Downside Up, и если 20 лет назад мы начинали, у нас было 10 ребят в программе, то сейчас наши воспитанники выросли, стали подростками и юношами, и эта, конечно, тема стала очень актуальной в нашей работе. Мы стали работать с подростками, и сейчас готовим программы как раз для сексуального просвещения. У нас это называется половое воспитание. Вот. И мы как раз сталкиваемся с терминологией, потому что сексуальность, конечно, это такой термин, который пугает наших родителей. И действительно, многие понимают это, как вы сказали, секс это всего 10%. Мы, как профессионалы, понимаем, что это сексуальность 100%, однако половое воспитание в нашей терминологии, и вот как раз программы в школе по половому воспитанию, то есть, в общем-то, вроде как шире понимается для обычных людей. Вот. И мой вопрос, сталкивались ли вы до сих пор, поскольку уже большой опыт просвещения людей, насколько вот вы сталкиваетесь еще все равно с вот этим сопротивлением или непониманием специалистов и сообщества родительского? Или уже эта проблема почти не стоит? Спасибо. Yes, I think universally across the world this is a difficult topic. Ну, это для всех в мире вообще трудная тема. Да. I mean, I think the figures show that even in places where there's, a lot of medical care available, that this topic is still avoided. Ну, даже в тех местах, где хорошие и очень доступные медицинские услуги, все равно эта тема часто избегается. It's sort of a human trait to avoid these things. Ну, это просто очень человечная такая вещь, вот просто попытаться об этом не говорить. And I think, you're obviously a very forward-thinking, brave person. Ну и вы молодцы, вы такие очень смелые и вперед думающие. And it's incredibly important. I think there are other situations where similar things happen. Ну и есть другие ситуации, в которых подобные вещи происходят. For instance, parents of children with severe epilepsy, ну, допустим, родители детей с тяжелой эпилепсией, are often very overprotective. Они тоже очень защищающие такие. And essentially make that child or young adult's life very sterile. Ну и такой пытается жизнь этого ребенка или молодого человека сделать стерильной очень. And it's all judgment, it's all hard, and it's all shifting how people think about people's lives in different situations, what's normal, and that's all really hard. Ну, это же вот все в голове, да, как люди думают, что нормально, что ненормально, как меняются подходы, как меняется восприятие к тому, собственно, как мы людей судим и все остальное, и что мы о них думаем. And I will say, I'm from New Zealand originally. Я вообще родился в Новой Зеландии. And I don't think it's any different in New Zealand, the United States, in Britain, places Вот я не вижу никакой разницы между Новой Зеландией, Соединенными Штатами, Великобританией. They're really hard issues to confront. Трудно вот это все обсуждать. And I think we need to. Yeah, I just want to commend you for doing this type of education. Ну и рекомендует она, правда, вот, заниматься образованием в этой области. And I should say, in the U.S., parents have the choice
whether or not their children participate in health education. И надо сказать, что в США предоставляется родителям право решить, разрешить ли ребенку посещать, ну вот участвовать в этом обучении в школе по поводу здоровья. So if a parent doesn't agree with the way it's being taught or wants to do it at home, they can choose not to have the child У родителей participate. есть право, если им не нравится, как это преподается, вообще не участвовать или дома учить ребенка этому. Спасибо большое. Мы должны заканчивать. По-моему, было очень интересно. Спасибо огромное. Все, до свидания.